Сегодня будет очень много текста, по-другому не получилось. Чтобы подготовить этот текст, я пользовался в основном статьей Эдуева Вахида Абдулмуслимовича. Научная статья 2017 года под названием «Общественно-правовые институты чеченцев в средние века». Он, в свою очередь, ссылается на много других историков и ученых, и, в общем, кому интересно, тот может найти эту в оригинале его статью почитать. Я какими-то этими его материалами пользовался. Тема нашего сегодняшнего эфира – это современная демократия и древний социальный строй чеченцев, сходство и различия. Итак, доподлинно известно, что территория нынешней Чечни частично была заселена со времен каменного века. Об этом свидетельствуют соответствующие находки орудий труда, датируемые Мустерской эпохой Железного века, период от 80 до 35 тысяч лет до нашей эры. Так как у чеченцев по известным причинам не сохранилось материалов, подробно повествующих о древних веках, нам придется сконцентрироваться на более позднем времени, а вернее на Средневековье, в период от 14 до 19 веков. Также нужно отметить, что большое количество материала по исследованию общественно-экономического строя и нормативно-правовой базы чеченцев средневекового периода практически не сохранилось, за исключением фольклорного и полевого материала, ссылаясь на которые можно составить более или менее объективное представление о жизненном укладе того времени. Система социальных отношений чеченцев в Средневековье, по мнению ряда авторов, представляла собой ассоциацию общественно-политических союзов, токхумов, которые, в свою очередь, были объединениями сельских, аульных, территориальных общин, тейпов. Как правило, условия жизнедеятельности больших групп людей требовали определенного порядка и системы нормирования как способа их повседневного существования. Общественно-политическое устройство, становление и организация общественно-политической системы чеченцев представляет собой длительный и весьма сложный процесс. Согласно историческим данным, каждый тейп имел свое самостоятельное управление. Тейп – это общественный институт, который выполнял социально организующие функции. Из отдельных тейпов складывались так называемые общества – тукумы, в целях регулирования хозяйственных, экономических и общественно-политических вопросов. Подобные общества могли объединяться в более крупные образования – союзы обществ. Эти союзы в своем дальнейшем росте и развитии складывались в кам – этнос. Таким образом, шла интеграция образования единой нации. Главенствующую роль в правовой системе чеченцев занимало обычное право – адат. Несомненно, нормы обычного права существовали у различных народов Кавказа с древнейших времен, и их содержание зависело от многих условий – исторических, экономических, географических и других. В них главным образом находили отражение психология народа и его генетическое состояние. Существовала система управления – урхаладар на чеченском, по возрастающей вертикали власти. Внутреннее управление аулов, общин осуществлялось аульным советами или сельскими сходами. В чеченском обществе каждое кровнородственное объединение, тейп, имело своих старшин, представителей, вместе представляющих совет общины или тейповый совет, тейпангулан, входивший в него на равных по положению и по почету правах. Совещательно-представительным органом Тухума был совет старейшин или Тухумный совет, который состоял из представителей всех тейпов, входивших в Тухум. В ведение этих собраний входило определение порядка проведения сельскохозяйственных работ, водопользование, найм общинных пастухов, сбор налогов на строительство и ремонт дорог, мостов, крепостей, сторожевых башен, позже мечетей и так далее. Здесь же решались вопросы обеспечения безопасности территории и жителей селений, выбора старшин, членов суда и военных представителей. Выносили на собрания и споры между отдельными лицами. Тухумный совет созывался в случае необходимости для решения межтейповых споров и разногласий. Таким образом, главные вопросы жизни общин решались на общем сходе, которые выносились на обсуждение советов разных уровней, что говорит о наличии организованной системы управления.
Судебный процесс носил обвинительно-состязательный характер. Процесс был устным, открытым. Само разбирательство проходило на площади или на открытом месте. Дела, касавшиеся целого села, аула, тейпа, обыкновенно решались на сходах, куда собирались все жители и где каждый в свободной форме говорил, кто что знал. В подобных сходах принимало участие исключительно мужское население с 15-летнего возраста. В чеченском обществе достигший 15-летия считался совершеннолетним, то есть дееспособным. Подобные места назывались схаттом, то есть буквально расспрос. Судьи выслушивали дело и объявляли приговор. Решение выносилось по большинству голосов судей. Процедура судопроизводства по тем временам была достаточно упрощенной. Старики выслушивали отдельно каждого из разбирающихся, выслушав, произносили приговор. Если одна из тяжущихся сторон оставалась недовольной приговором и не хотела выполнить решение суда, то они имели дело не только с противником, но и со свидетелями и старшинами, находившимися на суде. Для обвинения было необходимо, чтобы истец представил со своей стороны одного или двух свидетелей. Требования истца, доказавшего свою правоту, должны были исполняться неукоснительно. С развитием судебно-административной системы чеченцев были определены следующие наиболее известные виды наказания, такие как изгнание виновного с общины, обиженные также могли предать виновного к смерти или примириться с ним, изгнание виновного на определенный срок в виде ссылки, имущественное вознаграждение потерпевшего, эта мера обычно применялась в таких случаях, как воровство, ранение или бесчестие, денежные штрафы за причиненный ущерб, а также в пользу общественных дел на аульные общинные нужды и на возмещение судебных расходов. Существовали определенные формы возмещения, такие как такаш, мах, возмещение за причинение физического материального вреда, там, возмещение морального вреда, гуда, возмещение в виде штрафа за посягательство на общественную нравственность и демонстрацию неповиновения в достойной форме, требующей у виновной стороны подчинения разумным нравственным нормам общества. Я перечитаю, это очень, очень интересный момент. Гуда – это возмещение в виде штрафа за посягательство на общественную нравственность и демонстрации неповиновения лицам в достойной форме, требующей у виновной стороны подчинения разумным. Слышно меня? Меня позвонили, пришлось прерваться, бяху было. Я продолжу. Были также выработаны правовые механизмы по примирению и освобождению сторон от взаимных обид и притязаний. Кюгевахетер. Более тяжкие виды наказания назначались за тяжкие преступления, такие как убийство, преступления, оскорбляющие честь, достоинство и так далее. За умышленное убийство действовало право кровной мести, кровомщение. Существовали особые правила поведения между враждующими сторонами, кровниками. Известно также, что на протяжении долгих столетий во главе нахских чеченских обществ стоял верховный судебный орган власти Меххел, дословно переводимый как суд страны или совет страны. Меххел представлял собой коллегиальный орган, который созывался регулярно, как правило, для обсуждения общеродовых вопросов и разбора частных споров. Решение Меххел было для всех обязательным. В случае неповиновения решения Меххел к исполнению принуждали силой. Так, например, известны случаи, когда за невыполнение постановления Меххел наказывали целые селения, вплоть до полного уничтожения. В своем распоряжении Меххел имел специальный отряд для выполнения особо важных поручений или сопровождения в целях безопасности. Были специальные должности посыльных, вестников, переводчиков, глашатаев, которые оповещали народ и членов собрания. С утверждением ислама и исламского права шариат утверждаются и начинают функционировать шариатские суды, шарканхел, осуществляющие правосудие по шариату и адату чеченцев. То есть с появлением исламизации появляется такой микс шариата, адатские суды.
По мнению некоторых авторов, в частности Ильясова Л.М. и Саидова И.М., существовали также и другие верховные органы управления, такие как Мехкан Каиташо, Совет страны, как правительственный орган власти, и Халкан Гулам, Народное собрание. Исполнительные власти полномочия выполняли избираемые должности. Мехда, Юрда, руководитель общества или аула и так далее. Таким образом, существование вышеперечисленных институтов общественно-политического и судебно-административного характера в истории Чечни свидетельствует о наличии признаков государственности, которые во многом содействовали сплочению родоплеменных объединений в процессе формирования единого этноса. Следовательно, речь идет о наличии высокоорганизованных органов управления с учетом правового быта и древних демократических ценностей чеченского общества в прошлом. Существует мнение о некоторых ученых-кавказоведов, которые утверждают о возможном сосуществовании родового строя с государством, и что после крушения государства по тем или иным причинам родовой строй восстанавливается вновь, как основа социальной жизни. Есть усиление государства. Если усиление государства, то есть усиление государства вело к ослаблению кровно-родственных отношений, и наоборот, ослабление государства влекло за собой восстановление и усиление роли кровно-родственных отношений. Итак, у меня на этом все. Теперь я призываю всех слушающих к дискуссии, к обмену мнению, и чтобы придерживались примерно 5 минут. Если человек будет грубо заходить за 5 минут, нам придется его останавливать и передавать слово следующим. Mega doba, Grislam. Salam Marshall, beste keer, maar zeer ons meer weesnig is toch een putte derketje. Действительно, войну пер сакетам Стамбулдер. Ну, аз пока раскатать умел бы реализоваться, так дуэт сакетом, саймне юшунат обчек. Het oor is van Vitjaka in Sagason. Ladore, Juchloch, Ladore, die commando's. Dat gaan we bij Rubu. Het one beetje aan we tan met zetten, oile, we dit en dat. Je doet niet meer de dasgeest, die dauwen niet. Je is koekstustje. Separ, Danisteller, Etzenistelo, Hens, Lao, Prisho, Itcho, Jim Command, Jochen, Prisho, Tachan, und sehr Boch, where you da Hadel Licker, Igota, Ade Licker, Elchen, Puls Luca Melde, going thick. Je Internet, Tachan is the Deutsch Besh Elsenberger. بقولنا تعشق باش حال وتجو قوهم درقت سيرون تعدوق دلني صوب ودوشي مدار اج أوكرانيا شبهنا يغو دا المواقع عشان سوقوا الاشتفاق في الوقت ويهونتو في ساعتين دسلات اشتقن شو ميلدو كيخت ميلبو ويبوك شيء ما داخل لا ديخ نتر أبوخن حقوبة تخن خن يوزع يشك سنت أحبال ليل يوز ده مقلع سنت أحبال ليل شبو نتخن إيش خز سنت حمل ديتنا دوي وين دوش شندوق قطع حمل شن فكان مال 90% هن أجواز استاتين خن أتوان بالا даже коммунизм وين إيش أستنقوا أتحمل ديشتك تut إداركش والخيك ذات لا مقسم قسم سويلش ندرس المسان. Массери Сюри Дикел, я просто хотела дополнить сказанное Сурху
у нас сегодня будет такая свободная беседа. Мы, скорее всего, будем говорить о наших обычаях. И просто вот расслабленная, свободная беседа, без всяких громких лозунгов демократических. И сравнивать наши обычаи, в чем сочетание обычаи и демократии. Вот мое личное мнение, например, мои наблюдения. Западному обществу приходилось вводить демократию, адаптироваться под нее, привыкать к ней. А у нас она просто течет в крови. У нас по венам течет демократия. Любой, куда ни ткни, на кухне демократия, на улице демократия. В семье каждый чеченец, он рождается уже демократом. И тот, кто это отрицает, он отрицает сам себя. Это вот просто отрицание абсолютное самого себя. Это не то, к чему мы должны прийти. Это то, что мы должны отстоять, как отстаивали наши деды. Они же отстаивали именно демократию. Поэтому каждый должен подключаться и говорить просто о наших обычаях. Наша, я хотела сказать, наши обычаи, обыкновенные обычаи, обиход, это и есть демократия. Давайте это все проговорим просто для самих себя. Потому что вот этот газлайтинг, российский газлайтинг, он же как-то от нас отдалил ее вот так вот. Демократия – это вот что-то такое страшное, это либерализм, это что-то. А демократия – это нохчи, это чеченцы. Мы рождены с нею. Поэтому все подключаемся и просто говорим о наших обычаях. Это и есть демократия, мы ее докажем, что она в нас есть, для самих себя. Кто хочет говорить, говорим об обычаях, о наших уставах. Подключаемся все. Если кто-то хочет что-то сказать, Адлан, у тебя микрофон включается? Ты, по-моему, что-то хочешь сказать? Да, Вистал? Вистал. Я просто хотел слово передать кому-нибудь из слушателей. И сурхуаса дюйч турхун дацрис там настолько дуйс актуально, дуйс инца 96 год дюйч хиллиари нахан хоэлч хиллиари и нахи дюйч хиллиари вой правительство вой наха араб ла вой нохчи хума خويش هرموخ الله هرموخ خويش خلي عاري وانا يحكى خبر سومان تعدات هنت أتصل خانة اللي وين يوقع دات بشتي دوات الشين تلت ديلي إذا طبعا دي تيشوش دوي الحمد لله ديل غير تنبوير دوي نلدل هما تحا دوكم دوكيس اسومان تقاش ويشخل إي حلخ يديتن خلي عاري ديكتر دري استغنى خور داستي ودات اتهان ديت يمو ديز ويش نوكشي هما ويش عادش دقا كونستيتوتي دقا عيدلز دقا دات اتس عيدل وين تحمو لارن بنا تسبينا اسكيجينا خايتا وقان خايتا اشتخور داستي واني دات حلخي دات انت بو بدو الشي انت إنسان سرقة واندويش دلهم مثلا جين هما دوي دوش هما دوي خا إذا تو ديونوس شستو بقودا وي إديتا دويش دات ويش هما تعلات لاتش ويش نبتي ناخت بوحكيش تان هما تيتخياش دات تربوس ودين ديتر وش ديتر تان صلوة ديل خائر تان وجدر خائر بوش دات اتهما تيتخياش دات ويش ديك كنتي دعبغيتي ويا شيء государство تح لا تلش государство يزيش بولدات تهان يحكم تبي خلق دين ديش خلي يعني ديكتر داري إنه تمني من إحداث تهان ديزروي دات ديزروي ويش عادش ديك ويش كونستيتوسيس ديك ويش زكونس ديك دات خايت ديزر ويش نخشل هم مودو دمدر ديتا دوش ألا وشخيلش دات وان مثلا يحكم خير بو
Шунман сайна бар калдерес кылыш. Хунахил дерез. Вахар хаздуйц агутар. Подключайся и говори о наших обычаях. Ты наверняка знаешь больше, чем все остальные. И почему мы говорим, что у Нохчи была демократия? Вот, по примеру, вот этих описаний Средневековья Чеченской, да, в Чеченской республике, мы видим, что у каждой семьи, у каждой гар, как бы, да, у них были представители в сельском совете, так сказать, а от села уже представители ездили на совет этого Тукума, а от Тукума уже ездили на государственные советы, то есть народовластие там было, как современная демократия, человек выбирал за себя представителя, самому кому он доверяет, там, то же самое, что демократия, точно так же в демократиях люди выбирают парламентариев, там, представителей, и эти представители для них пишут законы и как бы государственным делом занимаются. То же самое у нас было в то время, когда в Европе были далеки от этого, в Европе, в других любых странах, у Нохчи уже была демократия в этом смысле. Конечно, она не была идеальной, как она сейчас в современном виде. Там я зачитал, что на судах, например, высказывались только мужской пол, то есть, да. То есть, конечно, там были еще свои изъяны, но все равно мы были на передовой по сравнению с остальным миром, да. У нас от каждого села представитель Бахуч, мы и народовластие было. Народ участвовал в политике всего государства. Именно народовластие. Это вся многосотнелетняя чеченская история, это история демократии. До имама Шамиля чеченцы жили строго по демократическим законам. В случае даже вот внешних угроз чеченский парламент Мехкел назначал из наиболее достойных, талантливых стратегов военного предводителя. После окончания войны этот предводитель возвращался к своей обиходной жизни, занимался своей семьей, хозяйством. Последним таким нашим полководцем же был Бейбол Таймиев. Поэтому наши принципы демократии в чеченском обществе были доведены до совершенства. Все межчеловеческие отношения строились так, чтобы подчеркнуть уважение к человеку. Человека к человеку, уважение. Это вот полный уважение абсолютно ко всему живому. Нохчи никогда никогда, например, чеченец не подчеркивал свое превосходство над другим. Своих детей не ласкают бакканахан халга. Или вот просто при посторонних. Нету такого у нас. Даже форма обращения во всех случаях подчеркивала демократичность. Например, если русский скажет «мой сын, моя дочь», чеченец скажет «вайчур кант, я вайчур юа». Вот просто послушайте, это же глубинная основа чеченской демократии и уважения к человеку. Так вот, говорящий «тхачур юа, тхачур кант», он же даже не понимая вполне глубины, что этим он бережет чувство собеседника своего. Вдруг собеседник бездетный. Вот настолько тонко все прочувствовано. Поэтому давайте вытаскиваем наши. Это неиссякаемая беседа должна быть. Не молчите, присоединяйтесь, говорите о наших обычаях, кто что знает. Тут даже не обязательно об обычаях, конечно, это тоже, я имею в виду, говорите мнение, что вам кажется, нам в наше время можно изменить, что вы там новое узнали, что я забыл добавить, высказывайтесь просто по данной теме. Сурхо, не соглашусь с тобой, обычаи это и есть же, наши все обычаи это демократия.
Цундер, можно и на высшем уровне говорить, и даже на простом кухонном, бытовом уровне демократию. Куда ни глянь. Согласен, ты права. Zaz, es caumērder, бюстикюш, Да, удой. видел. Последнее время я, знаешь, дасвячу, штвойчер, чувахчу, хашчу. Вот отец халха дюза охахуи, вот шиква хала бахты диван, те мича да чуа волша. Ишца дух момент, заметьте, динас, чуа халха ецуни момент, гич дуй. Дэн халха ишт позе ваху шишен луча аш дуй. Никогда в жизни отец халха ишт вахиена, забрянда, ненвижиш халха, отец халха. По стойке смирно латеш, латхом, да, иман. Сейчас я замечаю совсем другую картину, очень жалостную. Цала лодагик чух. Из-за суна цюнбухет чух. Это да, ложь савеча, и уже семья лармигер, да, ложь ваца. И муху Аллах да уй, да ларвес чух. Мать понятно, на нее это все. Но чуа да, ложь ваца. Сурт однозначно кахирду. Уважайте отца, в общем. Баркал. Salam marshal Masserga Marshdo Asla da Nisbo de la da Burazny. От даиш кайжна хул симе хусумнана та совет айдил долчай на хилбол way хинс way дол поколению way дайши еще от совета айдил долчай на дукка шта телван молодежь дукка хилуй та абросехтин оле та шей малуклиуш та цер халқи бол дюзли bu iş nukaber ama bit şolo husumne nik hajna duis o husumne şi beri şi da lari tar ya duazna du duqahumnish nas duazo şi den du albeaq metks bu şwart tunde duquma ot zutchu huashna du izud şa noqchi yoluş şa gıl quluq du özda yoluş izud yalah Sudan, și inda și berșc și da lori turu do qidek dido ißt yumdu ta way gılq way noqchal halq so noqchur erwelaz lilaz wolchayn na dünyama qamnish gazolchayna ishta way noqchal di chi harichi ishta way noqchi san da elchi ta تتلو ترقصي تاع اشتحيستو شنابوخ شغيدو قوي بوخ نوخشي شور ارا والش دنيا دوزة قامنش دوزة والش اس ايس سوسو تيش واتونا وي قامسة وي نوخشي غلق ولق يح يولش سونتا قام تتوس لله شادو قامنش دو قيورو بيحولين شو عملدو قامنش دو تون ليلة نوخشي سن خزغلق ولق دوش تعوات دا إذا يغلق ولقش إشا وي تعبسو بدنيا الحقيقة تداتش وي واش نوخشي قومي إش وي دولش دوش سون in duqum nishdoy el tatsol chun most khaz tsaqiyatameg ni tsaqiyatameg duqum nish sapastav dich tot din adol oylaq shi oylaq sapastav dich oylaq shal usal oylaq shlo ot religit yuqa duqqa oynaq ot religin usal bian son sayin yol dagar ya ginaqson Son leyla hin stagan went ya lehch dol haldoi suna
هنساقوش سو تحلق تا исторически кино شيء цариш королиш болханы еще 1200-1300 лет حلق خلبل царя лето кинош حلق اسقي زميت تدورش انستعار شوينا تو кинош حاج وول حوش خينا دوخ زميت دول لسه точно تغن وي ليلواش دلهم شدوي وي نوخش ليلواش دلهم شتوغين على ليلين دلهم شدوق وي تغن ليلواش درش أوتو почти 1500 лет юрдик нақуй қам отғасқш представляешь 50-100 лет цивилизация тядисин қаммахул дүниячва ну вей қаммад минимум 1000 лет юрдик нашун وين ويش تدم تبيش مودينا عودت الخيط بويتان إشيت وان بالي ويقام يقع هو أعديتشي هو حنت إتيتشي تنول نمانيوش سام جينوال تقولش ديلا لرد يعوات هو أوليش تسركاز مي أولش إيش تخلدوي أتانا حقوش دقين دين حق دلا ديل حق دلا элементарно على ترقين إسرائيل فلسطين إسرائيل поддержать я вообще босс примеряешь وينах не реакция гушукшо حويرة أولش настроены да он не алч кайкваш от освещали исторически яхкинош яс от чва точ войнах таган лилваш долом шдук цар лилваш чва цят бюлш тастаг элчи дичи тунах цят бюлш зудри хунадин үш ведма ю тунах хунадин акрдуен үш и بي بيز شرد ديس تام وجد ديس تام لاحك بيز وين يقربوش ده точно из تغن وين يقعدوك يوم أتصل يغدق شدوك ويقام страшно مدور دون 21 век يا دون ناخ كل شوقدوش حيربل سن بلش بو ناخشي شي دقع دلهم شي نخيش دلهم بغدنيا إيالة توحش أوتو تعب تشدي لقوي حل تاق قطع مدو تان وي مارش ويش شا مارش وي شا نوخشي دائما مارش ليلرت قميلت دوغ ويلت مارش خيل بوي خوش وت مارش وت إغيرش نوخشي بما بوي وي تاق دوقا قلب دوقا أتغاس قشلون شيء أمري بيرزي ناخبو وين يقعد أقتان حون خزق حو حيغوق دو تكتدوش حيغوق دو تكتليلوش حو عاد أي جانا حيوك تعاو متبوه بولق ويتاه إيهو تنمعن هدو تنمعن قيخيليشيات أت حون تيغوهتين والخزين وين غاسقي بوي وين تيغيتين بول أتغاسقش تان تدي زجي تان تدي زج تدي چاني تان دي زج عدي چاني حيوك تار هم تبوه دو تن معن إدو قيدا ذات تجا معن قيتيو اللي آمل يقيس اللي خلال بيرجر لو يقيس سو تان دين لو أقدا دي شوات يتان دين تلو أقدا دي شوات أغلق دو تجي غلق دوتك دي تري غلق دوتك ليل دري إز تاخزين وانت اعتغل حميرشل شي ناغة تليل ديت نانوخشي چونك ناخ بالي والي ناخ ستولي ستوي شاش دولة دي شي استقن اشتحدين دور قام تون ديل غلق دوتك دوتشي غلق دوتك ليل واش دات وي بقدك دوتش دو نيس دك دوتش دو وي ماش قام خلال ماشو وي نيزر وز ماشو وي ستوش خلال دوتش دو تون ديلا إذا حلقتان مديت بوه
عاد يباخو يقدون إيش توم دو تنديل وش زميشات ديش شو جين يوديك نشوي تمام دوخ نوخشي هو دنيا شو تمام دول حالدوي أتونا ملك إزغا تعزير شو يوديك دوشون ويسام تدولي شاش ليل واش دلهم إيش تخيل ديزا أتش إنيسا تنا دون أتش ليل شنا بوقتان إيش توم دو تنديل ناخ رازني بو ناخ نيا رازني منين إيشيو ويدي نيو لا أمبو خورا مو ووشي سيت إقيج تغل جاني ووشي نق خيدو أشتغل جاني وتستق هو منين يلاتو هو يحنت إتاح سو لبو يوم تو قوبل تدا وتستقي هما البقو يوشوا تعلق تا إشتون دوق إشتون دوق سونتانو يعرف شاش بأكان كنارتو دي تان ويتحمو دوكش ذات وواش دوكش دوي كور أدم شاو دنيا جوا شاي وقشو خين زامن جوا جيم والله وق ولا نوق ميرغل ولا قيتم نغ ريليجيوزنا ولا ملة ولا أقشين قواندا يول ميري حاجويش نووي تيلا حيني عدين شاي بليتك موي وديا Нам бы спасибо, следовало Светлана. немного оптимистично говорить о наших традициях, не о том, что над нами сделали. Хазум шлитивается и гогумш духдервой, потому что не зря же 25 лет. 25 лет имам Шамиль работал над Вуяри, чтобы сломить наши демократические традиции. Это же Забар Маяци. С имама Шамиля все началось. Гаски по сей день 24/7 работают над нами. И то не могут сломить. Поэтому более оптимистично давайте говорить о чем-нибудь красивом, потому что красивого в наших законах намного больше. Тесла, если бы ты подключился, демократичный закон, который придумали наши предки. Ну, я все же не историк. Историку диктуется дариш. Я все же технарь. Куча воля булат то куча. Ваха хуйца хасон иштажим вокчо диц. Я так на техническом уровне могу логические цепочки выстраивать. Иштадарвы больше. Потому что, ну, естественно, от стариков я все же застал людей, которые еще в 19 веке родились, цундела себе хахилыш хабяхкан. Цундела еще так, скажем так, что-то знаю, но все равно несравненно меньше, чем возрастом Баккабешкуй, который ты истинно чеченскость. Орги юкахбахан больше, короче, Бакканахец, Дукамел, Шнин, Киги Болшнин, Даутса, Схабох, Шишца. Савок чудик дюйцердери. Я все же не квалифицирован для этого. Тесла, Дачумате, сайхуш, дега эрдерси, дац, действительно, дац, ишца шипитель хумаду из, дац, мела, ишца, оргир хумаду из. Ца бакычара, ишта, гейтна, дийсна, бакычара, дүйчтек, пьечурна, ишца, гилхшка, вай, ишца, культури, хуми, хайштат. Нету у нас ничего такого, дац, имам Шамиль Волчхайна, дац, цултиха, даже цулхалха, адмали цани, дождь, он дац, новчиш дац, принимать, день дац, из-за единственный, новчик постоянно купить беша, и дельце ее, дац, купить не бухаш, и новчик бациш. Вы что,
زاز مال داس ديمقراطي هو وشانية هو خاطر وشكن هو دنيا اتحادات بريمير داخل وشدات ديمقراطي يوزا يوشدات يملك او يوش ديمقراطي وين يوش سخل دياري وين يوش سخل دياري وين بونا أتصل نخا قولر باتر وين وبشي خدو ميلدو هو داتر ديمقراطي يلون ديل دات خزم نيسهم ليلوش تلوش ريلك تشكوش دات مليول دات اسنا اس بقيشر وجيت انسان از دات اسنا خنتون ديل ونقونا شورت نخا والبلطان فاكت ما از دادا ايشوش دات هم دات مش داكشي مش просто гулur мабацер وي ايمان تسخل يا وي ديمقراطي يوش تسخل يا وي لرت تسخل يا هنز تغنا اشتا как будто постоянно колхозник шхилшсан иштхилшсан муха вахилшсан дат халха дешту из юрка хулш бацестя هنز تغنا وي اتسومانت داك دول دلشي ملا جين وخير دوانيس هنز تغن ليرد دوخر 21 век دور تغن دوخر هنز تغن وي حيش دات يفيش نوكشي هما تغن دقي دوي چو خزكيت واني فيش نوكشي هم متكيت ديواني دات وتصل دات بيغ ديش دوي وتصل جامبوش داقش دوي كي غوش دوي издеваться ديش دوي انتيا خيني دلقي سيرونو ديسكوني داس سيرونو دقي دقوي نو يدعمو ديزا يدعمو ديزا تسخا واني هون تسخا شي دات يحبيح بو دا ونات اشتعب ميلا غلقع بو настоящий был ногчи баци сен يحبيح نو بعضو شي هم تما قاش غرچو لآره بولي تا هم تشقا دوق شين تلاتة دات نيسا ول يتون توش دلح داتح ديش دويزا وينوشش كاح خلا دويزا هينز تخن وي دوش دل همان تيحا هينز يو بوفترياتsa دوس سومان تيحداس يدونا شيستو يقول ديسني عاري علي ليتان يحكم خير بروي ما يحكم خير بروي ديس ديز وي ديز وي دات يو ديز وي ويش نخايت ويش نخايت وغيروبيا بولناخ نخايت ازع بولناخ نخايت مسانا خايت دات ويش كخلي ديمقراطي ويش ليل خيني وي ورا دينا خيني خايت ديز ويتسانا دا مغلحيق القوش ودول استياح بركلشو واخر هو سألشن قيتو درا سالم دلا واخر هو دا أولي شيء ويك حدوش حدوش غلقش أنت دوش آريان شيوش يتوخينا نيكا دقدين دا تقوز آرو وقالي تقر إيش تنسقوز آرو لدنيا جين الرسية وين وجاجينا دقواق كان خذ آرو شيء تيقير إقول حقاست شيء خي غولح دا غولح تقوق وانتا رسيس غمال دات أسدوشتك هونس وين خذ تقوق أقوان خذ وين حلقين جون قيش أرجوش دوز естественно ну وين никогда в жизни خذ дабу бу привыкнуть так до هم даться уже мелочь о ляха до того что отборно отцу он своей инцар истории ягин айо دو هم داجن أحقولن هم طبعا وقتشو عايش كده حقيقة شيء استيخ времен уже خلق ديمقراطي ده أقام كيو تخوش شنو لويش ده تو تنوق ساعة دعدا تتوه مجدو هون أجل progress يجو دنيا خوصلش دو خدادك دو قوت زاس مؤور
وما винницу чуах унца дисна и мел дисня. Но наген мелдо та аринца куза бекна коеца довери воуша таехна эцар баш бол буй он стахан хал милла вела хавина кан нахчу сунчи цаха мичро шо цаха масу авор России de la had duksig woos ketera atahan schierdoch stoe itsun we yeshek ta последний сан мохел крик шух еш бяхлаш далючо обстанов кяж да лежо кон да я бешкат эво иштерсан каналш моложе был чара это моложе чар по-своему объяснить даже хайгал должен саню бушвар это демек дерши تعويلا كنت لا سنة شيء قديت هو истории цахар мадуй мелдек он стесла дерса цахатер сен куюка дошу дерсам цахасон я дуния мас уз заселяться динду Тесла хай он цуманале. Тогда шун дерес. В смысле заселяться? Так конкретизируй. Ты имеешь в виду, что дуния часто население хилла, цивилизации, развивается, здесь потом резко массу БН или часть сохранится их снова. Цивилизация, смена цивилизации, хилла имеешь в виду ты, да? Паха саб маситу вот до того бяхла шашин водаш сахадох штуковой да хаши историк. Хау цауна 25-30 метров нахил кидек лабохш тагучу штат артефакт факту шоундер барас. Сунде та вот نيست الله ويخوز دادي يشتغل ما خو إيش مثلا دقاتش ويقدسنا دقاتش ده مل خل قول دقوا دقاتش ده حوس ديزا قو مقلاورتنا وقيلو Het zou wel geleerd zijn, er is gaat er de ponten te leren. Wat deze Duitsland, цайл фрагментчук интернет дайсалиеш садак скрини цадал суртнаш более правдоподобно ду цадешца монтажи хуш ду но правдоподобно табакал нистельс нашадук сега маршал домасаги Маршал, о чем речь? Если о великана речь, то Шунхала Махит, ну, тема у нас сейчас совсем другая. Ну, не совсем другая, ну, явно не эта тема у нас сейчас. По теме давайте оставим. Давай я... Полос على أرسون إنس تعمدوا حدوش تعكرين نبرشنزو وانا خلا وش داسر إنس سنتشتوري مالي Мандалор Сабар делал, ответить дайте на предыдущий вопрос. Ах, ты задашь вопрос, он на очереди. Может, народу так интересно, поэтому я там на полминутки могу на этот вопрос ответить, а потом уже к демократии, к имаму Шамилю и прочим перейдем. И великаншбог из-за Багдад, это чисто логический Багдад, потому что животных, адмиш, растения, неважно, что живое на этой земле, оно приспосабливается к окружающей среде, и окружающая среда задает им их параметры, в том числе и размеры. Возьми, например, этих японцев, китайцев или халгзаман, хилнах, то есть они были всегда ростом меньше, щуплые, или монголов этих возьми, которые такие гоушицан, почти что подростки шсан они были, и серюшбац, лучник шпы, который шей ордайцан хабохша. Это потому, что человечество всю свою историю искало чего бы пожрать. Ну, интенсивного изобилия, цахилла кефириш, азотистый удобрениш ях придуматься, дина супер и фермерские технологии, цахилла. Всегда человечество выживало.
То есть все искали чего бы пожрать и часто пытались у других отнять, чтобы у них было больше, а у других этого не было. Дело от этого зависит дешум душуни, что китайцы, они чашкой риса перебиваются, все щупленькие, 1,50 м ростом, потому что тере больше всего шансов выжить. Олташи метр, ляха 120 килограмм, делал сундука, он он не выживет. 1,5 метра ростом уж в день чашку риса тёшвал, тогда он будет не только выживет, но еще и семью заведет и расплодится. То же самое с этими монголами, короче, они шей гунайол и то приспосабливать довы. Естественно, римские цивилизации, египетские цивилизации, царшей, организации, естественно, излишки этих производств, массовым Ялта, они уже начинают расти, но потом опять катаклизм и нашествие этих войны, опять все. То есть человечество все время, только вот в 19 веке фермерские технологии уже только начало расти. Доказательством это есть буквально прям Япония. Вот 30-40 лет назад они были, например, средний рост был там 1,50 м с чем-то, там 55, а они уже 1,60 м, 1,65 м даже средний рост. То есть они растут, и мы на наших глазах это видим, потому что витамин, шушварт, елта, то есть у кого изобилие продуктов есть, тот растет. Теперь представьте о положении, 30 метров, так аж, о чем-то. Это вообще даже разговаривать. Даже 10 метров он не может быть просто потому, что случайно, не знаю, поломает себе кость. Одно дело кость размером 2 метра, а кости определенной прочностью, пористой структурой, под микроскопом хайщет, дакка өлкша дол сетка санюшины на самом деле. Это какая-то такая сетка ажурная, как лепи, линии электропередачи бывают. Вот ищца, он мешанный. Представьте, 10 метров. Кость-то стала больше, и весит она уже, не знаю, 10 метров. Вот так и кость может весить бедренная. Допустим, 500, полтонны весит, например. И прочность шамайер мается, он дальше клетка такого же размера, у них такие же связи, у них такая же субстанция. То есть, если он просто такие, водогертон, он если поскользнется, эта кость у него под таким весом моментально сломается. То есть, это стальной скелет, чтобы он выдерживал свои эти нагрузки. Сундела насекомые, штиги хульшон. Не потому что делал реакцию к насекомым. Он дальше, у него панцирь вот такой, который защищает учаял гемолифа от жидкость. Иду, например, а насекомый как пузырь, наполненный какой-то жидкостью, в которой вот эти все реакции происходят. Вот он и панцирь и защищает, чтобы не вытекла эта жидкость гемолифа из него. А йокрич, вот этот самый панцирь, его прочность точно так же, как и с костью случится. Она тоже, и будет стенка снахирюет. То есть вот и размер молекул, окружающая среда, гравитация, все они влияют в царь ящувый размер. Сбодана ни с того, ни с сего, окружающая среда нас строит такими, какими мы есть. И мы не можем быть больше или меньше определенного заданных нам параметров. Потому что ему не нужно свой вес таскать. Ему нужно плавать, еще вес таскать. И слонду все, и больше уже не бывает. Просто не сможет он свой вес таскать. И не знаю, организм хельча. Это про это, поэтому это сказка шушан, собака нах, или 30 метров, или 40 метров, или 10 метров цахил даже. Это невозможно, ни технически, ни научно. Насчет этой демократии, как в демократические традиции еще как бы уничтожить мою. У нас, наверное, и какая-то письменная история существовала, и
поскольку мы последние 300 лет в страшном таком конфликте находимся, что и геноцид, что из-за этого мы не можем сейчас отследить точно, то есть отрывочно, но можно по языку, по разным вещам косвенно. Например, в приветствии машуогл, приходи свободным. То есть это означает, что вот этот народ больше всего ценит свободу. И раз у него это даже в приветствии вплетено, то они никак не могут других людей лишать свободы. То есть это для них естественное что-то, что человек свободен. Не такого, по-моему, она аналогию он сахатна, у кого там дукат нишмады, истории было много но обычно там, я не знаю, верхушка утра тебе добрый человек там, не знаю, и пак с лоббиском, мир тебе, добрый день, я не знаю, кому Версия, что здравствуйте, здоровым будь да, болсын. здоровья тебе желают, да, тоже неплохое, но не про свободу все же. А тут видно, что мы тут империю так сражаемся отчаянно за свою свободу, что у нас это супер главное. Рабыш и хомшву просто даже не может в таком обществе существовать. Ты что, маршуорла араб, это нонсенс. Естественно, с проникновением ислама и кочевников этих, то разрешать и то среди нас обязательно бьехом шолшмаю, или люди, которые на это кто-то там рабов заводил, наверное, хилфербу, но как до исламского периода что у нас вот эти было распространено. Чисто вот это приветствие и вот эти рылкш показывает, что в этом обществе рабовладения не было. От слова совсем. Нагасан и хилля, это отразилось бы на нашей ментальности. Мы гарантированно пошли бы на сделку с какими-то завоевателями, будь то монголы, будь то не знаю, халифатчики, османы или халифатчики, то есть и бизнес лезешь на хабу, под этот под имперские псы шахил, да ордер. Раз мы на это не согласились, значит, действительно, маршу это у нас естественное состояние. То, что у нас была демократия, то есть военная демократия у Олцунах, потому что ее нельзя с современной демократией сравнивать. То есть замно, точно так же, как и окружающие климатические обстоятельства влияют на животных, точно так же и зам влияло на нас, на людей. То есть в гонах происходит. И дело это демократия со своими оговорками, конечно. Естественно, с появлением ислама эту демократию, как уже Заза, по-моему, упомянула, и самый главный враг наших традиций, убийца их, искоренитель, мы его сами себе на голову посадили. Это имам Шамиль. Он действительно 25 лет пытался чеченцев превратиться, сейчас царь, какой-то всевластный диктатор, превратить чеченцев в это, послушное это. Ему помогали люди, которых он обманул, религиозные исламские сказки шаица, естественно, никакого Корана, никакого перевода, никаких хадисов там вообще от слова совсем не было. Ноль. Чисто вот истории, что так лицо, цатуртух, и толвильно, от арбучу, вокот, не знаю, копьёквасан, целый город, Оахака, что благородный нахал, чуть ли они не летали, больше, сказки щуча. А представьте время, какое было, гона. Ни телевизора, ни каких-то библиотек. То есть люди, развлечения, главное вот слушать вот и тюрниш. То есть там приходит какую-то историю рассказывать, или где-то там он это услышал, или что-то. Такое, что тюрниш сан, короче, собираться держишь. У казана шейджиш гала. Кахкош и гомждуч, короче. Естественно, вот эти сочинители насочиняли много чего, и вот и исламизация, это у нас вот эти сказки, сочиненные этими людьми. Никакого реального ислама там и близко нет.
Но этого хватало, чтобы от сказки да? Святой Саго, имам Шамиль. Он же там эти какие крутые сказки нам рассказывает. Вообще, наверное, ну точно Аллах поможет нам. А он как получил власть и преданных людей вокруг себя собрал, то начал это, скажем так, очень жесткую политику вести. Даже Раскош иногда битабич, ногчи байрач, который ему налоги не заплатили или что, или не подчиниться не захотели, или ислам принять не захотели его. Это еще предстоит разбираться. Там за 25 лет столько всего произошло, и мы так мало знаем, мы даже 1% не знаем. От 1% захаршун вайнинца. Мандалориан, почему хакам? إنسان أغور إزرشكا خلي حلق دق حلق دق أين خانشكا خلي بوش إنسان يقع غوشة مارش ولار إشتاء إنسان أغور نيستغيط هندل شيء إنس ويكيبيديا ده هاشتي ده إشت إستوريوش جا تابول خا مشكر بسون إنس حلق لردون ده إنس إلمنتارنا مارشوت إيه تخان خلق رماية مارشوت إذا ويغوشة أمنش بني ده خان خان شو برت لهتي هاقي إشتغل ده أسوأ أورسن قيدو شو أسدوشنا ده حلق دون ده إشتوان يوقع تدل تيبنا شي تقوم شبوشسن إشدوست شي ده ميلور إذا استرغون نوع ده زندوباق إرسانا إذا ويكيبيديا جوا كريرس إنفورماتي بقوياتي تغا ده تعمل خي بوش تا دوق إن تباشال خلا 400 года нашей эры бож ценюка монархии хала боспорский царство югайвич и ханча ну сахан что тогда нахуй суман ишталар дарсут ахса хатр мудер инс он халая це харсам Казахстана це алмар хожу дазин инс чун стандарт хуш история мечер юсна хуш сауи сун хазага це халлах це орден хала бог 12-13 веке дюнда, цигар дюнда, значит, история уставуй. Я только замечание сделаю, что Страбон это, по-моему, 300-й год до нашей эры, то есть это генер замью, это просто Я вот на первый вопрос тоже, комментарий сделал бы коротко. Я тоже так думаю, как и Мандалориан, и есть на это много таких, скажем так, намеков, что до какого-то времени, глубокой древности у нас какие-то своего рода феодальные строи были. И у нас сейчас, как чеченцев, у наших, скажем так, предков, да, вообще становление Нохчи, оно, как Нохчи, происходило там, несколько течений было на нынешнюю территорию, на Северный Кавказ, несколько потоков было. Это наша ДНК показывает уже. В древности, сначала 2500 лет назад, потом где-то 1500 лет назад большие были эти замешивания с местными, кто там на Северном Кавказе жил, и уральскими течениями, такими, которые с нынешней территории Грузии, Армении и Турции, которые переселялись на север. После распада Урарту они переселились вдоль Черного моря на север. И это тоже так же ДНК показывает. У нас есть, углубляться не буду туда. И есть, я сегодня тоже читал об этом, что в какой-то момент мы относимся, северокавказские чеченцы относятся к кабанской культуре, к которой другие также северокавказские народности относятся. А кабанская культура, она, короче, не только у нас была. То есть уже, хоть и мы были этнически разными, культура была примерно на Северном Кавказе похожа. Как сейчас можно сказать, что это примерно регион, который примерно похож друг на друга, да? В плане вот поведения своего, взглядов на жизнь, да. И после образования аланского государства туда также Нохчи как часть входили, а аланское государство, оно было феодальным государством. То есть там есть много вещей, которые Нохчи, наши историки, тоже не подчеркивают, не говорят, потому что нам это не нравится. То есть я не верю тоже в то, что мы испокон веков после появления всегда были как бы
свободными в плане, что у нас была постоянно борьба. Были периоды, когда мы постоянно, с кем-то воевали, где-то кто-то, возможно, какое-то время проигрывали, но не сдавались никогда и постоянно к свободе шли. И вот если сравнить со всем миром, раньше других пришли к демократии. Если я сейчас говорю, если мы говорим в XIV веке, у нас были такие общины, да, хоть и военная демократия она была, хоть и были это только старейшины, которые там представляли свой род, все равно это первые какие-то шаги демократии. Если сравнивать с античной Грецией, у них-то были рабы в то время уже, они с рабами, будучи там какие-то граждане города, только могли голосовать. То есть эту демократию нельзя сравнивать с той демократией, которая у нас была описана в XIV веке. Вот это я считаю примерно, это снова же мое мнение, я любитель, да, читал много разного, и это мой вывод. Мы можем с удовольствием на эту тему сейчас начать спорить тоже. Суть в том, что мы как нация нынешние, Нохчи, сложились из нескольких центральноазиатских и потом поток с этого бывшего Урарту и тех людей, кто был уже там много тысяч лет, была на Северном Кавказе. Это такая смесь, как минимум, 3 больших этих переселений, миграций. И все вот эти типы тейпов наших, и вот эти наши нынешние, вот наше нынешнее состояние, оно произошло где-то 1000, 1100, 1200 назад. Это также ДНК показывает. Это мое мнение. Если кто-то хочет возразить, я буду слушать и рад буду поспорить. Могу только замечание сделать, что да, действительно, мы не знаем, что у нас было феодальное или... Но речь тогда идет, скажем так, 1000 лет назад, я не знаю, 1500, 2000 лет. Больше даже, больше. Это Аланская, это распалось в 600 году. То есть, в 600 нашей эры, ты имеешь в виду, Аланская распалась? Не в 9 веке? По-моему, она поближе к нам, чем это... Самый период истории, который все историки, скажем так, белым пятном таким своеобразным считается вот в моменте, если оттуда до оттуда. Обычно с хазарской ганатой связаны периоды. И, по-моему, Аланская как раз в это время, либо плюс-минус, там, я не знаю, 150 лет туда-сюда, точно я не могу сказать, но именно Ухметтях от периода Кавказский, Черноморский, что-то такое, историческое белое пятно, скажем так. Ну, а то, что у нас когда-то, у наших прото-нохчи, назовем их так, нахчи, да, как правильно говорить, прото-нахчи, когда-то имели феодальную структуру общества, цари имели, возможно, да, от этого ничего не меняется от этого. Еще по деревьям они когда-то бегали, бананы срывали в Африке, наверное. То есть это или мамонтов гонялись, то уж туда загнать. То есть это нас, я не думаю, что это каким-то образом мы должны себя принижать или стесняться, что у нас в каком-то отдаленном прошлом была и иерархическое сословное общество. Мы точно не знаем, но да. Вот это... Не жарко, не холодно. Вот в комментариях хотел подчеркнуть, именно вот это надо понимать нам, то, что мы когда-то были там в глубокой древности, то, что у нас такой строй, может, был, и все такое. Не надо к этому болезненно относиться и как ребенок отрицать это. Если какие-то факты говорят об этом, то пока у нас не появятся факты, отрицающие это, мы можем спокойно принять это. Все же мы остаемся народом, который раньше других какие-то демократические потуги системы создал. Муса, у тебя микрофон включен, ты хочешь сказать что-то? Да, я, как говорится, свои 5 копеек вставлю. Вот, надо сейчас, мне кажется, не особо отвлекаться на эти древние периоды, хотя все в этом мире можно впихнуть в рамки понятия демократии, да, этой категории. Тут сущность демократии надо нам всем понять. Вот я
на старость лет для себя уяснил вот следующее. Значит, проблема демократии началась с тех пор, как появилось первое государство. С тех пор, как первый человек из первобытно-общинного строя там огородил клочок земли и сказал, что это мое. И нашлись легковерные люди, там какое-то количество, там 150 приматов, которые согласились с этим. Вот с тех пор появилась борьба демократии. Нам всем надо запомнить одно, как мне кажется, может, я ошибаюсь, по-моему, я не ошибаюсь. Нам всем надо уяснить одно, что проблема демократии, она древнее всех остальных религий, там, идеологий там, и так далее, и так далее. Вот с тех пор, вот как человек первый огородил клочок земли и сказал, что это мое. Вот с тех пор мир разделился на две части. И ничего нового в этом мире не происходит в этом плане. Вот. И тогда это было, и сегодня то же самое, абсолютно во всех параметрах то же самое. Мир решает одну единственную проблему. Это кому принадлежит земля? Земля, недры, а теперь уже там все, что там производится, все, что растет, течет на земле, под землей, воздух, вода, все. Кому принадлежит? Подавляющему большинству тружеников или кучке паразитов? Вот этот вопрос решает человечество все время. Вот, надо вот это нам всем уяснить, мне кажется. А все остальное, религия, философия, хоть-путь, это все антураж, это все выдумки, чтобы оправдать интересы кого-то. Вот. И поэтому вот, мне вот это кажется нам, особенно зазубрить, не обманываться вот, по поводу там, идеологии, течений, там, призывов, там, этих лозунгов. Вот. Вопрос решается, кому принадлежат все богатства мира. Кому принадлежат. Вот. Пока что вот в этой борьбе, вот, именно подчеркну, что именно вот решение вот этой проблемы порождает революции, войны там, ну и так далее. Потом в связи с этим появляются и гуманистические науки, как победа угнетенного народа. Вот. А эти гуманистические науки, как и религию, берут на вооружение власть поддержащие, потому что они могут все это присвоить себе там, и так далее, да, и использовать в своих интересах. Искажать даже. Те же гуманистические науки, они искажают и применяют в свою пользу. Вот. В этом суть. Хотя вот, если кто-то думает, что ислам или христианство или иудаизм там решал какие-то вопросы общечеловеческие, демократические именно, то этот человек дико, по-моему, наидичайшим образом заблуждается. Вот этот вопрос решается. Кому принадлежат материальные блага, средства производства? Кому принадлежат? И вот по мере появления демократических, вернее, гуманистических наук, гуманистическая философия там, ну, и так далее, писательское ремесло появилось, потом, да, мыслители появились, вот они все более начали склоняться к тому, что нельзя терпеть такую несправедливость там. 1% принадлежит все, а остальные там бедствуют. Вот. 1% угнетатели, а 99% угнетаемые. С этим нельзя мириться. Появились новые течения там. Сначала там первые там экономисты, гуманисты там. Потом все далее развивалось. Там, потом Маркс это оформил там в форме капитала. Это великий труд, величайший труд, который вывернул наизнанку существо вот этой капиталистической системы.
эксплуататорской системы. Вот. И что, да, развиваться, даже именно гуманистические науки стали развивать человечество, как бы просвещать людей по поводу того, что все люди одинаково, одним миром мазаны, что надо жить в каких-то новых сообществах демократических, где закону подвластны все. А то ведь до сих пор что происходит? Любой закон, вот, он кончается у порога власти. Вот. Мы сакрализировали власть, из власти сделали Аллаха. А власть это всего-навсего там нанятые нами работники, как все время мне в голову приходит только банно-прачечный комбинат и сапожная мастерская. Вот. Или общественный туалет, например. Без всего этого мы не можем, но все-таки мы это построили, мы это наняли, поскольку нам чинить обувь надо и стирать там грязное белье. И как только нам не понравятся прачки там, или руководитель банно-прачечного этого комбината, мы его должны иметь право срочно снять, без всяких проволочек. Там придумать, конечно, там какую-то форму смены, причем мгновенной смены. Вот. И государство. А мы это государство в силу того, что вот этот 1% эксплуататоров имеет все средства давления над абсолютным большинством человечества, вот, оно присвоило себе все права, все правила, и нас дурманит то идеологии, то религии там, ну, и так далее. Вот. Муса, Муса Бехтмабилла, мы тут, это все очень интересно, но мы просто обсуждаем вот именно наши чеченские обычаи, есть ли сходство с демократией, подходит ли нам она вообще по идее, вот как, например, шариат ни в коем случае не вписывается в наш менталитет. Хорошо, я понял. А демократия, как она сочетается с нашими традициями? Вот если бы ты на эту тему затрагивал бы, потому что интересно, конечно, но это как бы уже высшая математика. Давай опустимся на наш быт. Хорошо. С высшей математики я опущусь на арифметику элементарную. Вот. Все принципы демократии, они применимы ко всем народам. Чеченцы, мы не оригинальны в этом плане все-таки. А я считаю, что мы оригинальны. Что все-таки демократия – это наши бытовые законы. Вот это уже твои проблемы. А я считаю, что мы не оригинальны. Мы просто оригинальны в той мере, в какой мы отличаемся от других. Все люди хотят свободы, все люди хотят демократии. Вот. Только понятие демократии, оно искажается каждый раз. Вот. Поэтому без знания вот этой общей закономерности, общего духа развития вот этой демократии, с чего началось, с чего кончается, мы вот этот вопрос национальном преломлении мы не поймем вполне. А так все принципы высшей демократии, они подходят именно вот к тому, что всегда проповедовали чеченцы. Наша чеченская демократия, как мне кажется, вот я видел в России почти все народы, по-моему, видел. И желтых, и черных, и белых, серо-буро-малиновых, которые есть там. А теперь и в Европе, почти во всех странах европейских бывал. Более демократичных устоев, чем у чеченцев, вот, я не видел нигде в Европе даже, абсолютно. Поэтому принципы демократии, они очень созвучны с нашей чеченской ментальностью. Вот в этом я с вами согласен. Ладно, я долго говорю. Муса, вот последнее, то, что ты сказал, именно об этом мы и говорим сейчас, что вот она нам идеально подходит. Я предыдущий Тесла что-то обсуждал, туда добавлю сейчас, я посмотрел, действительно, это в 600 году нашей эры Аланию захватил хазарский каганат, он стал частью хазарского каганата, и уже
в 1200 каком-то окончательно был сельджуками разбит и стер с лица земли. Я что хочу сказать, то есть вот этот возраст нашей демократии, он, и становление нас как народа, вот нынешних Нохчи, он 1000 лет, да, дадим ему. Потому что, почему я так говорю? Почему я так говорю, послушай дальше. Да, мы не 1000 лет назад с неба упали на землю, да, мы не только начали с нуля все созидать свое, да. То есть вот в таком состоянии из разных уже там оказавшихся племен, кто-то изначально там тысячелетиями жил, кто-то там за сотни тысяч лет до этого пришел туда то ли войной, то ли еще чем-то. То есть, из вот этих оставшихся племен, которые там живут, мы сложились как нынешняя нация. И вот даже когда эти татары-монголы пришли, они там сделали свой вилаят. И если вы знаете, об этом есть много записей, это уже есть записи в разных уголках мира, эти записи есть. Были наместники, как сейчас поставили русские кадыровское правительство, такое же правительство было при этих монголах. Я имя не помню его, но этот человек еще выступил на стороне Тахтамыша против Тамерлана. Да. И они проиграли эту войну, и из-за того, что они выступили на стороне Тахтамыша против Тамерлана, Тамерлан повернул на Чечню, и такой кровопролитной войной прошелся по всей Чечне. И вот после того, как уже Тамерлан отступил, и Нохчи снова начали свою эту равнину отвоевывать, именно в это время уже и образовывается вот эта мысль свободного демократического чеченца. Чеченцы, свободы, больше никогда никаких каких-то феодалов, все такое. Вот это понятие, в моем понимании, возможно, оно было до Алана в древности, в Урарту еще где, или у тех, кто жил 3, 4, 5 тысяч лет назад на Северном Кавказе, оно уже было тоже тогда таким. Но об этом у нас ни записи нет, мы можем просто утверждать, это как пальцем в небо. А вот тут у нас есть документальное подтверждение того, что мы после того, как воевали с Тамерланом, уже складываемся как общество вольных людей, демократических людей. И это уже очень большой срок, которым мы можем гордиться и за который мы должны держаться. Это уже по сравнению с остальным миром, очень большой срок нашей демократии. Секунду, можно секунду? 7 секунд. Я недолго просто. Ребят, когда мы говорим о демократии, о чеченской демократии, я бы вам посоветовал, я не навязываю, я просто посоветовал вам не уходить в исторические дебри, а все время оперировать фактами последних 400 лет максимум. Потому что, когда мы заходим в историю, там много могут появиться там оппонентов, мы сами можем ошибаться там и так далее. Там все это вилами по воде писано, когда мы далеко заходим. Согласен, чтобы быть продуктивным, чтобы там обсуждать эту проблему, давайте копаться в разрезе последних 400 лет. У меня такое пожелание. Все, я закончил. Кенти Билаш, я выхожу туда. Как я понял, Дересол Муса. Мандалория, Сабадия. Нахчо Борь Зору, на очереди был. Нахчо Борь. Маршал Дук Масага. Со Дукка его Владимир Шолшуг. Имдери Дукко. Чисто Владуор Бем Хилмада. Это захут вахты баш вистолы. Мезласа Халаудусу. И монгольский, и татарский, и дюйениш, и мичерелышын, ялы халярсын сурху алюка хастерду и угурхал. И ицай монголы татарский. Цер войскаш примерно карючел, и хуй история мелхала боха. Нахчо, Бог, Сохит, ты к чему ведешь? Я знаю, что на самом деле не было иго, все это оставим. Я сейчас говорю о истории.
إذا تنا تقاسم بشي حلقة تيوشو وتمر لأني مانجو شيء إشتري. Üç dert أنا hon ما khit hon üç dert madats skito hon khit ala üç dert ali. Historik tisayü baka وإثبات سنخيتك بوقس إبوقس سنخيت بوق حمش هذا زوجته هذا زوجته غاش كشي я тебе истории. имена называл ногчи историков, которые это пишут, есть источники, они это из древних источников Да пишут, не русских источников. إنوختي إمنا. Дигду нахчу, мы твое мнение поняли, мы твое мнение приняли, أنت رواه записали. تعوي أعتر إشتاو عن خلقية الخلا إشت أتمنى بوقس ده شون شاد دو نوختي دوكا بيز ده إنزر لويسو إن دوغ نوختي أوسو ده نوختي دوغ لزا أوسو سيك ده شو جيزو نوختي توعينا أوسو عن متعوانا واسكو ده لا طوان بوشي وده عالقينا أوسو als presidentski fontāns vai alkīna uzsver tikai ilgšana. Man tā skolija ideviski brīč. نقشباسون بيحك ما بيلاس حتى بين تدم بونس هيت سرخوس اشتاوى نقش تسيش يعني تنسمنا تواش تسويشيو تدوالا حتى ونقش تسيش هين حسن حالت انا نقش وات بوا اتشنو ما داتا اشتا برتوريتش ما يوا ل هاي ستوري وات سؤال نقش وات دوقتن ورس نو سرخوس وستوري بوشنا واش ما تسويش Tādot, kad viņš un te kvalitāte, ده سماوات تسأل no ja znaju intonaciju, ناخچه بود سابردی رزبار شمسه ویشر تعام خواهد در رسولگیشتر سین اینترس نداشت خواهد چون سایت هینت دلهمش دیتایش یالگ اینترس قید ایمنا خودیتش اینترس رون هینت دلهم Самое раз, к примеру, собарк, нохчуш, значит, нохчу вот так. Ишт, как ты призываешь, не особенно. Давай, на вас. Какая-то решила. Типа по логике это получается так. Если он сам призывает Камину, Тесаева и так далее, им... Мандалория, тахатер дерху чуадим, والله освободила его, истолитон, обязательно. As давай нели, он على كيف عمويش تم تخاطر ليش موش عوشة خشم بدبواتي جو يعقد давай нерас из-за он вышел по видео, вачуа халатуру, просто ответил дарас ица. И Миша далее, тут нету такого нам нравится, не нравится, понимаете? Тут есть написана история, факты какие-то там, да, назовем или аргументы назовем. Есть то, что какая-то данность есть, да, и мы ее озвучиваем. Тун хасхиети, цахиети, одеяло на себя тянуть, не тянуть, вот хаздийти, ногчи самое крутое хали, ракичтях, приоритеты на землю, короче, избранный бой, от Адама бой, и он ждет, это детский уровень, кузай уровень, куза, там дег, заху агдует, куза, по крайней мере, чему есть косвенные какие-то там, да, доказательства. А до цагат уэлу ашет уэлхит ашет цадуют куча. Сунда ногчи борз. Он нагасан и хасса хит иштал мне что-то дагут и целуться. Ну давала издать Бог ты должен аргументированно отвечать мне, говорить этого не может быть, потому что так и так. Есть такие-то записи, есть такие-то там эти доказательства этого. А если ты просто говоришь ханхиташ, это уже не ответ, это просто хайца. Ты не можешь принять что-то Бога. Куза, тут не такой уровень дискуссии. И ему, и всем я говорю это. Это чеченские историки тоже пишут. А чеченские историки берут это из этих, из документов более старых, разных, там, других национальностей, историков. Более подтвержденные источник, которые друг друга как бы где-то повторяются. Историки объяснить доход, дуем. Царь Язов, только я у них это читаю. То есть претензия должна быть не ко мне. Я делаю выводы из того, что я читаю у историков. И все.
Сурхо, ты Сурхо. знаешь, мне показалось в его голосе, когда он это говорил, цавашер, это монголшах, цавашер, жбица, тенбюц, аж он имел в виду. Мне так показалось, я не знаю. Совсем другое. Совсем. Вы упустили ту важную деталь. Раскошица, не история, хиллица хакшбош. То есть, и багдад раскошиязн истории, там вот хранишь швац, темерлами, хранишь то язин, кинешь кювы. Папа Вац в Ватикане, слушай, это там посол, там этот посол вместе с этими бабаты, Ватцун войска цани, дайса лилш, да язош, цар хулил дохуешь подробно и запись еще, то есть монгол, штахили, махили, цахай бош, и он Раск вообще там ни при чем, Раск вообще холоднейший. Московских болотах там копошились и даже Раска еще не назывались. Что-то Раска, Язин, Хаязин. Это не информация от Раска. И дарцу главный, там Раска, Язин, не Раска Шигардат, что мне. Хешвала Раска Шигардат, информация. Она истекает из разных источников. Цундел мы можем расследование яшан, следственный эксперимент. Вот свидетелю гудуют хош, перекрестный допрос, только двух свидетелей гудуют хош. Если их версии сходятся, значит, и они друг с другом не договаривались, и их въехаться, идут ордующим аллеручи, то разные свидетели, он с версией она гарантирована и богду. Вот и санхум ду и кузях там, вот хронисто язина, вот арабский отцо язина, персидский чар язина, Ватикан нервик чо язина, ук сахоне один чо язина, и если мы видим, что они практически одно и то же говорят, значит гарантированно иштхилдуют. Истории точно укяц, конечно, мы не можем 100% утверждать. Машина времени, цахальшар, гуделин. Но вот таким вот ментовским способом разоблачения, скажем так, можно узнать правду. Тесла hayıp takartırlar, marşlı olması. Таммину Мандалориан, что мысль довести тем, что это сетсвен мир. هم ده شون ده چه خبر ده شوشون Все, это да, душ весь хатер хатер. билиш если моментально қалды лесе хатер hens доголава iets mechtkele ustoms liser gooi hitsjol agons baat hitsjol agons tani hens khriol khan mela khriol khan itlers hits way afitsa alna ta son sogana dunda yol ta reportage смечу яични до цугана khriol правительства 98 году 4 ела 6 ела он бюш хан ела زهم شدق ويش غلغة محكتانة عشلات دوي داتي بوش اتنا غلات تعبولي конкретно истории яйцеталиар так и way на будущее, если это станет проблемой или станет ли это вообще проблемой, way и чех барт мохал безарбу и чех модах безарбу и голк. Ишт цана дүйч хаздат сунер хватарас. Инс цахан таях цугана ишт дазин ду хар лат хок пашалах. Обл хошто бохш. Deutschland ах мух решить. И мух чума касаться бабизала. Мандалорин, если хочешь, я на вторую часть вопроса отвечу. Мне кажется, что он интересная идея есть. Первый я не могу тебе сказать. Я не свидетель и не в теме. А вот вторую часть и границы и спор, что чтобы их не было, мне кажется, надо поступить как в Евросоюзе. Границы больше, Северный Кавказ, желательно вообще весь Кавказ, но Северный Кавказ. Границы больше. Евросоюз, Кавказский, назовем его Северо-Кавказский союз из государств, конечно, но все равно границы больше. Цанметир, Дихава, Бог, еще общий денежный налоговый или зона, и уж денежный. И так вопрос хардаться, смысла нету уже границы, потому что границы нету. Вот эти раски, хакарчи нам таких свиней, таких мин подложили, что как это все разбирать, это очень цаца, я не знаю.
Yok проблем, yok. Мор разбирать терду, и я без понятия. Ответа у меня на это нет. أصلا أسأل مو разбирать. أسأل مو разбирать بيدو عجلة غلاس قيبري كذاكيش صار حبيح قنخل نخشي واحد دوي от казаков достался ингушам. Обратный процесс, и чех, восстановить казачий округ, потом отнять у казаков. Вот и весь, короче, вопрос. Закон о реабилитации репрессированных народов, короче, исполнить хулшим, и исполнить, восстанавливаем. حاجة под русские системы, стран свойственно умдонис, отнимать. Да и вот они возьмут какой-нибудь пласт кусок, отнимут, его другим передадут, и раз, олез заморозить. Вот такой вот конфликт, который они потом в будущем... Уешхайна появляется Яшин, Абдурахманов и там другие деятели подрусские, которые начинают вот эту вот тему муссировать, и, короче, чтобы чеченцы какие-то дебильные выкрики делали, отберем, что канал дуется, отберем, и казакам отдадим, и никто ни у кого ничего не отберет. Тем более, вы غلغة غاسقة здесь нервно غاسقة يقع وأحبال وغلغة شغلة التات وإيش короче близкие болнага. У нас все в рамках международного права. Вот как в международном праве решаются земельные вопросы, будем привлекать юристов, пожалуйста. У нас вообще-то вопрос стоит не с какими ингушами, у нас вопрос стоит с Российской Федерацией. Когда Ингушетия станет отдельным государством, вот тогда мы будем территории, потому что пока у нас, если есть какие-то спорные вопросы с Российской Федерацией, которая не просто кусок оторвала какой-то там, где-то там по реке вот этой, в Фортанге, не Мартанге, а полностью отобрала у нас республику, насадила свой оккупационный режим, по всему миру нас вербует в русский международный исламский терроризм. Ну и мы здесь что еще будем, когда-то галаши, города диез, казакшин, дадал диез, цадиез, цадиез, Ой, мох полностью юберзубьешь, понимаешь ты? А говорить надо уже в вопросе Российская Федерация и Чеченская Республика Ичкерия. То есть вот в таком формате. Да, Ибраим. Касаемо этого формата, кстати, вот я изначально забыл упомянуть, типа, конкретизировать информацию о Лютинах. И я слушал Хахтера Нистадиста Лесон. Да, репортажи были не касаемо вот по вопросам Галга и Махти, а касаемо чисто вот к российской власти. В любом случае, если хотите, чтобы с вами считались, то надо быть сильным. Сила в наше время – это технологии и умство. То есть Израиль, он отбирает, еще и признает Сунюэль. Вот Израиль сан сильный хули, Израиль сан развитый общество, а влияние швоя, так вот тебя вот этих вот хотелки смогут пройти. То есть раз не надо нам ни у какого, ни Валашигар отбирать ничего, ни у Сюлишкар. Просто разобраться один, малыш. Дегдуй. Раз оку загарду, дол хуманс. Нагасан вай харство ючтала, вай сацеез вай харство. У хар ючала церник сацеез. Намаделес. Ну, да, что вай маэлэр по щучьему велению решается цадоцу, но это возможно процесс, когда люди не дебильные, когда там нету вот этих заинтересованных. Ну, только после того, как Русская Федерация образумится, то есть после того, как ее образумят, как ее посадят на свою точку, приземлят, только тогда это возможно все решать. И насчет этой по теме, скажем,
специально яшинский провокационный темный швецович, вой заюленил темы. И тема вой демократия. И демократия просто, ну, это сущность чеченца, демократия. Потому что в мечах, вот сейчас даже называют каких-то этих хуерсис, которые с монголо-татарами сотрудничали и так далее. Ну, должны быть имена конкретные, люди, что-то такое. Я просто, да, там, хайшчо, падишах бош, ну, конечно, сухая все-таки, возможно, что такое тоже было, да, хотя то, во что нас сегодня превратили, это немного разнится с тем, что мы раньше, чем мы были, да, потому что долгайскиш описывать вещи, там, ногчица в плен сдаваться, цадой, там, мой характер, мой покорить мода, диези, шаддул, умныша, царь описывать дешайнага, это говорил о том, что сегодняшний вот это вот то, во что нас превратили, эти русские усмирили там, и сами ночи шайбагол падишах боши, цахайслуши, цайхум нишлилдеры, это, к сожалению, значит, такой бук как бен эрдухой или курт элитин, что ситуация дует. Ну, все равно, как бы, исторически, культурно, абсолютно не демократически. Не демократически. Умно, что и свобода, провокатору. Ты сейчас не по теме говоришь, а пока им сацухай микрофон. Брям, Никархо, можно вопрос? Вот смотри, чтобы более так детально, чтобы в пользу нам пошло, вот из прошлого, к примеру, из прошлых событий, что там наши деды практиковали, в современную для нашего общества, что мы из этого можем взять? Вот можно об этом поговорить, как бы, ну, для власти, там, для каких-то институтов, чтобы в будущем наши потомки вот так-то росли. Мандалориан, вот если мы берем вот это вот государство, да, то есть сегодняшнее, в 21 веке устройство, система, в которой чего человек добился, как он проживает, то нам сейчас, у нас нету никаких возможностей, какие-то вот эти вот, там, тамухерду, дестан, жижгало, что хрен уизн хамел дешвег, лаяхан ога, швейцарим цер, тухта ютер ишдат, дога, Германия цер хунадинак. Ледерхум нашлю цер, дога, короче, Франция, цер вообще пал бу Канада, вообще, короче, осал лил, хунадин лил, то есть цыганята, которых разогнали по всему миру, которых полностью, я сейчас это со скорбью говорю, потому что нас в это превращают потихоньку, полностью дунья мелду раскинуть дин, падишах талты бен, опустить бен, шегда лугдин, шедаг, и вахах ин цер даштахул иштамел, у нас вот это, аяха в Германии, там вот так, а во Франции вот так, то есть мы не в такой ситуации находимся. Нам не нужно сейчас изобретать велосипеды без абсолютно никакого опыта. На протяжении нескольких веков уже опыт. Единственное, вот в 90-х годах у нас есть опыт, и он очень неплохой. В самом начале. И новый велосипед придумывать. Если мы говорим о государственном устройстве, то в мире уже существует единственная система, в которую все чеченцы потянулись. И им это из-за того, что это им приемлемо. То есть они нашли себе подходящее место во всем этом мире, куда вот они по сей день, даже если на начальном этапе у них не было других выборов, то сейчас существуют, короче, в мире другие какие-то выборы, переселиться или проживать на каких-то других территориях. Чеченцы вместо этого, чтобы туда переселиться, они вот предпочитают именно
вот эти демократические государства, где есть права человека, все, короче, как им и присуще, как им ближе всего это. Чундел, Дугарыч, поэтому нам не надо сейчас велосипеды придумывать, говорить там о каких-то вещах, да, которые Таунаден, Кьетчоюи, ИГИЛ тоже здесь сидит, например, в Австрии, Кьетчоюи шашбош. Потом он там какие-то сидят, Мехкайлюи шаш. Совет старейший, ну и ИГИЛы, вот эти все названия чеченские воруют, да, специально, чтобы как бы замазать свое игилство. И у нас, тем более, воюючал, и на Кудузи, и хуиз, Киечуэ, Мехкели, там, Багдади, Аль-Багдади, Бен Ладен, это примерно одинаково звучит для этого мира. Поэтому воюючал, кугурт был вообще, Киета, что Киета дуня. Воюючал, дуня, Киечтол эго, там мот битибем. Вариант, а свои какие-то самоназвания своих тех же институтов, как парламент, уже на свой лад, да, это, ну, как в Украине Рада, как там в Литве Сейм, как, ну, и т.д. и т.п. Из-за в будущем, да, на английский лад международный, это на чеченский лад, это возможно. Процессе там в дальнейшем экспериментировать над названием, а если бы вот так вот сделать государство, а если бы вот такую систему ввести или такую, это уже народ демос, когда будет кратос делать в своем государстве, вот он будет это регулировать. Сейчас давайте здесь поэкспериментируем или не здесь. Вот как-то так, просто по теме я слишком, может, это там чуть-чуть я ухожу в политическую плоскость, но примерно экспериментировать, додешать в этом плане. Все правильно, все правильно. Ну, имена есть вначале, там, имена нужны. Это у историков ищите, но я не буду сейчас на эту тему с вами спорить, это, в принципе, не важно. Вообще у нас тема сегодня демократия, и то, что у нас изначально она была, и то, что мы всегда стремились, и мы ее добились, и вот Российская империя у нас ее сейчас забрала, и мы просто долг наш перед своим народом, перед своими предками, короче, вернуть эту свободу. Или, по крайней мере, умереть на этом пути. В любом случае, тема демократия и о том, что чеченцы любят демократию и только ее приемлют. Кто хочет добавить, кто хочет высказать свое мнение. Так, Аслан Акин, Мандалорин, Сабади, а ты много вопросов задавал уже, и, честно говоря, половина из них на другую тему были. Ну, ничего. Аслан Акинец, потом Фридом Нохчо слово дадим получить. Я Тесла Хатле Дарсон, как раз Цаши Хаттардер Цаладек, он не по теме, но как раз с его выступлением связано. Того Чуенчана, как раз Тесла рассказывал про великанов и почему их не могло быть. Там приводил доводы, там всевозможные. Ну, Аслан Акинец. Бехма была, ну, ты снова тему уводишь. Ладно, тогда ты записи можешь послушать. По теме, ладно, все, если нет. Второй именно по теме. Мы все время говорим про историю, затрагиваем времена Тимирлана. А мне кажется, вот этот период нельзя затрагивать без немножко вперед еще забегая, хазарский каганат, потому что при хазарском каганате именно было первое появление арабов на Кавказе, и они получили как раз отпор. Был хазарский каганат на территории, на нашей территории тоже он присутствовал. В каком виде, вот, нету информации никакой по этому поводу. Потом уже это все переросло в остальное, вот этот кочевники, нашествия сперва были просто кочевники, ну, скажем, язычники, а потом уже мусульмане Тимирлана. Ну, они называть их монголо-татарами тоже
мне кажется, неверно. Просто кочевники, разные племена, монголами там и не пахло, ну, в современном виде. Вот как раз Тесла историю лучше знает. Есть какая информация именно начиная с хазарского каганата, потому что оттуда все начинается, мне кажется, вот, новейшая история для чеченцев. Я как раз поэтому говорил, что это у историков белое пятно, ложь. Хотя вроде бы гона Византии, ее, Европа, ее, то есть должно быть куча источников, не знаю, Персии, ее, должна быть куча источников по этому поводу, но либо нет какого-то доступа до этого источника по каким-то там уже мы к теориям заговора, и на зыбкую почву переходим. Почему? Но вот это, да, или, короче, хотя бы кино, хотя хоть раз вы видели, что только исторические кино за эти, не знаю, 70 лет киноиндустрии или там за 100 лет киноиндустрии, только кино, там про времена крестовых походов, там про римскую там цивилизацию, про Византию есть фильмы, там, не знаю, ислам, Ближний Восток, Персию, Македон, о чем угодно есть много исторических фильмов, и даже книг исторических еще больше, там, не знаю, сотни раз больше, чем фильмов, 1000 раз. Но именно и период, и хазарский каганат, это как белое пятно, вот этот район Черного моря, Каспийского, там, не знаю, Лаках, Астан, Лакачелс. И вот в это время, что там происходило, ну, и никаких этих особо исторических, научных работ, диссертаций, по крайней мере, какие-то херю, конечно, совсем не может быть, но и период освещаться дещаться. Причины мы можем только спекулировать, и сам можешь додумывать, почему это не делается. Что касается монголов, я не говорил, что Тамерлан это монголы. Тамерлан как раз таки человек, который узбеков, вот этих азиатских, тюркоязычный народ, сейчас их поднял против монголов и выгнал монголов, то есть победил их. И он не чингизид. Это не к тебе, Тесла, это не к тебе, это к остальным, про монголов. Ну, просто тогда уточню, что он не чингизид, он выскочка из низов, и вот этот Бейзия Тахтамыша, все эти чингизиды, то есть потомки этих монголских ханов, объявивших миру тотальную войну. То есть Цейрвати, Цундел, они его как бы не любили. Ну, выскочку. И он действительно монголов выгнал. Как бы, вот, прогнал из Узбекистана или там Туркменистана, где он там находился. Узбекистан, немец он теперешний. Прогнал и как бы... В общем, не монгол он. 20 тысяч. И сказали, что на стороне Тахтамыша с монголами уже выступили те Нохчи и Тамерланы. Заговор против чеченцев получается, что ли, что историю нашу все скрывают. Англоязычной где-то или персидской, или же кто там, хазарской, это же как бы евреи, у них что-то должно было остаться. Не может быть, чтобы ни у кого... Аслан, не против чеченцев, там совсем другие замешаны. Я говорю, мы не можем только спекулировать, давай четкие доки ждать, поэтому это будет безосновательные наши утверждения, и мы как бы сворачиваем с темы. Но одно точно, это историческое белое пятно почему-то не любят освещать. Хотя хазарский каганат был, ну, скажем так, вот тогдашним как одним из развитых, одним из богатых и влиятельных стран почти 250 лет. И ихняя валюта там ходила там по всему этому, до Северной Африки и до самой Скандинавии, вверх, везде эти ихние монеты хазарские, эти динары, по-моему, печатанные попадаются. То есть, ну и какая-то причина есть бедного, крайне скудного освещения этой
этого периода и этой местности. Я не верю, что куда-нибудь в библиотеку Ватикана, где много исторических этих, или даже Константинополя, тягал и функционировать еще, и мировой православный, и церковь. И вот ее турки не снесли, она осталась там такой же, и до сих пор функционирует, и церкви, и все там идет, и вот эти османские халифат не разграблял и не разгонял их, они там с тех пор функционируют, что и прихожан больше. Там тоже 100% есть записи, ну, так, никто не ковыряется, никто ничего не публикует, никаких фильмов о Хазарском каганате или там о войнах Хазарского каганата с другими, или гонахил болцан, соседични, ничего у нас нету. То есть, где штатся и сунцаун, почему? Не будем на этот счет спекулировать. Это как бы чисто для историков темы, причем отвязанных. Фрида Нохчо хотел вопрос задать. Шалом, Серга, Лустика, Юэл. Дела, Ухтеми, Ценсум, Уэллер, Эльче, Хинс, Уэй, Масит геноцид пережить, Уэй. داق إنس خاطر شوالق حلق إخلي وشغلي بوليت عتسكروش إيجي إستوري بوخ أحكي غيرت وشادق نيست ودلح هو غيرت إنس إتسانس شو ويوشو ديمقراطيشسكي إيشو ويتغلق ويتإيتا يو شو أول مصر سونا خيتي إيش دوال هون الجهور سجي ويا دا ولا دا ولا تيخوي بلا نين خوي بلا سمو حلقي ديش مدوي خو حلقي بيش خناه ديلا هر مگر داتسون هر وينه عيد لا داتسون هر نيس داتسون هر اشتغل ديزون هر وشتغل ديزون بوش из поколения в поколение حي غير ديش ادمي سي ادمي باخم ادمي س لر ديش ورخ ديش قاعدين حضوش نعدوه تعا ويش تعا مو велосипед دخش ما قال إذا برتاتي شو ما دات سهو الله يرتعلش مسيت جنسيد دوي пережитича те харвед адуодича масла бог духсе что бухом бинаквен адуодиш 44 года цухайна почти истребить тиндала восстановиться да мы сумели хантиас мы сумели почему мы сумели восстановиться ويا غلق نخشل أدمل ويلردين ديل هنسا تغنى يهم دات جوالر وديز قيجين اشتعدعيا تديز والخيط سون просто انسو допустим صح والش تخاطر ديش اشتع غوني عدكني حش عودش ارع ويش ووش اش نوخشي مدوي اعلش ها نوخشي مدعي لير سوا شغل تصدق نوخشي داشي دولشون تيسن ازدال والاخيره دو از بتاحر نوخشي قدنين شو دعوالز سو последний эгер тяхар нохчу ухсу самый последний ухсу нохчу Все выражение нохчел даделля это все равно что украинство даделля ирландство даделля и дага моду сюли мол нищетен говорящие терца корни щел таган бьем дагдовар дойвой буховый разложить балаш их как может национальность даделля Япония японцы даделля Аллах он на тебя не знаю, как на сумасшедшего посмотрит. نوخشل دعسيلا ده مقطع نوخشوي اول دعوالز يودنيت البولن последний نوخشو اول دعوالز لوي صعنا مت صع نوخشل دعسيلا ده مقطع داديلا بوخش نوخشل صديلا دا حيلا دا مگر دخسراز يا دا حيلا دا يا بشي نوخشي يا دا مگر سخشوي هنس شو أرع مداي مثلا يوروبيا شغل أقمص عم نشأ إش تقش دشون زرتاني خبر دوز إش دوات تغلطوس إش هنس ويجا دو إش نخشل لا أولهم دو ويجا إش تملو هنس وقيتن بوك يخبوه دو زيوقا غير خلر سي خلر يا خلر بوغدو شون دوش قمنش إش تخبرش دوش سناقيشنا إش تسير موقول إش تجاجنيوشن مثلا هنس
تسون سول الله يا غلغيل الله بوستول سام ну قيتر دوخش أصلا مثلا Есть, конечно, шей. Например, японцы чего докой, вот и шей национальный японскостью, вот сиган юхица ует там генна та никогда. دشان سبوغر اسم سبوغدو خاصون مسيري دو تاشي كويوش مسير وز تغول شي وز دنگل تغول شي اشتولي لادات اسوش شي قومي يقشل زيو تسونغر دا نو شي تيبا شينكي بريا زي يقش بوغدو سي انس نوخشي الله والقوي داختا ستاتوس الشتانون دوغي انس ويغرغا يبوغدو سي يبقى صحيح شيء اشتي يوقشت قامين سوي بقوليت إن لخر دقون 100% أخير دقون. En wij dat kosten ongel all wij codex zoek ongel als Japanse bushido stasje codex zoekt zeer primêr is nog eens. لا قيتش بوغشنا سبوغو دو انس نوخشي الله نو شي كيبريا تيبا شي سوفيكس سيلات ايشت بوغس بوسي دو اتيرنا جوتا شي كودوش اما تسيوتس تسي قيتشو شي قومي يقشل تسيوتس ودي يقبلش Отношение к этому не имеет, да, он просто аргумент такой привел его. А вы что именно национальный, даже японец, например, хотя кича кин японец уйца, японец хитца, они говорят, что японец тут адель, он не может приспособиться уже, настолько правил, настолько шейца рылых, что уж и царь олух, он называет по имени нации это все. Соин класс лохан, он хиндезм 100%. تسلا اش الوغشا تا خوچنگ ال ارسون انس بغلط عشت انتريس وشتو قوي استوريوستا مو خلا حاجه انس حلق لير يوتشغل هيتسا تا جيم خلا مارشو يقوي مثلا تا انترنت شغل واني ملخشو بيبليوتيك واني ملخشو ارخيف شوستا تا قنس تسامو ما قيت لارسون هنس وي نوخشي تا ان دوش خبر شدو وي دو تشارا قيچارا اولق مثلا تأخينس وحلق لير زابيش هنس بريمير تا يوزنش دات وش ميشادو خلا خلي بوش اسمه انتريس يرسون هنس سن يوز خلي تخلي اشتا خامدي سيفيليزاسيا خلا انسان خنا يتغلا هنس تن وي ما تعدوش تقلوش تا صدوق يوز تنا كرين دادوي او درسه انسان خنا اها الرق تسلا حلق جين ولا تقوشا يلغي طول غيري طول زمان شو تا درمش يروي تشو مجر تو بجاز نشدور بوش تعيشت داق اتسول تشورت ديش خيش تانج تيحين شقاش تديزر إيرر مثلا يمشي هادو يبوش تعيشت ليش فرقه داق إذا اشتيان продолжить تلوريريو تيبا تانادو إيرر يوزنش قدل هما مسار شيء دو بوش شيء ما تعيوزجش دايسا ده احنا بوش ده اس массовый станки еще производство цеглы, это кузнецы занимались. Джимча этого ешхала, мажер тюб. А пороховая мельница мушахила, это нету сомнений. Он дальше нефть в козяхтах хорошую температуру можно получить, и издавна этим пользовались. Второе, Элег, напомни мне, что ты шел. Вторая часть этого вопроса, удара. إنس مثلا خل بول المال خوابات سوانا بول زير شيء عامر إن شيء خوش ديك سنة على هذا ديزل صار كان إيش دو وجد بوش تعيش ديوز نشكا تعيش تعيش هذا إحنا بوش تعيش ويل حقيقة. Да, я почти в этом уверен, вы просто доказательство есть этому. Вы очень долго использовали грузинский буквы. То есть это обычное дело, немцы латинский буквы используют, Римская империя, Махалетный, Германчин, французы используют. Да, также и мы, не изобретая велосипед, был соседи, тем более буквы, звуки, они это протонахами, скажем так, их назовем. Буквы, то есть теперь буквы заново языш, ну вот представить, вот 20 километрах от тебя живут люди, которые используют буквы, письменность, а ты с ними вот так, камсон живешь 100 лет, 200 лет, 300 лет, 400. Хакам юкица верватер буквуш ами, ночью махта язи. Ну, невозможно это просто. Конечно, веру. Просто даже есть вот это, ты, по-моему, упоминал, и византийские, и
епископу, и, короче, в общем, архимандриту, и те высочайшие санные, их это церковной иерархии, он посылает млянниш больчиги, вы дольч гуржицу, гуржи, посылает людей и дает им экземпляры Библии и на чеченском языке, и ночью мотаю, чтобы ночью тягал миссии там и распространять, из христианства распространять. То есть она как была написана? 100% грузинскими буквами была написана. Просто тебе не дальше грузинские, карквельский алфавит перевести столетием, они туда там строят, спонсируют, церкви строят, Византия засылает своих монахов, людей, влиятельные какие-то эти контакты с влиятельными. Естественно, и грузинскими буквами, нохчему от язин Библии, я хочу, переписаны, конечно. Так, представь, живем 1000 лет рядом с христианами, которые используют буквы. И все равно, что тысячи лет в 20 шагах от русских ты живешь, и русские буквы ты не выучил Бог. Мадыри? Конечно, хилла. Но факт в том, что, во-первых, кавказский томболшин, вайхил, но ягин, юрчу раскаш. Это просто таки даже он царь мел духу юрт яги. Юрт ягушен, ну что сжигать? Конечно, кихот же горит, бумага горит. Старинный пергамент он тоже горит. Кожа, да. Это все горит. Там Мартин Уорхуз Ягина, по-моему, за все это, за 100 лет вот этих войн. Уорхуз Ягина, представь. Так, естественно, много чего не сохранится по-любому раз. Но ламчахт и штица хочет, все-таки сохранилось. И вот это сохранившееся уже в 44-м выселяет Дешен, Дажечина, Гебникиш. Но он грузинский буквуш Карин, Грузия махили, хотя духал советский вот НКВДшный войска, 400 тысяч их было, 400 тысяч советских войск, Нохчи бас и мусульманские ревити там мало было, там много было гюржи, хербуцу разные кикамнища, хербут там, не знаю, белорусы, украинцы, да кикамни, что и Советский Союз югахилдо. То есть царь Кагин грузинский буквуш язину, хума царь дахурю. Ну, а что, гюржи юэ, дахурю царь. Или я говорю Лубянку, или дахурю царь. Если что, какая-то старинная книга, это ценность самых ета. Арбу мотта язинага, как ты догадываешь, или друзья штахулю. Или я говорю тоже. Все. И действительно подтверждается цыганый. Я имею в виду, что энтузиаст. Вы? Тарасюли махка, коренца. Уэцаксар, по-моему, тягер и тептер, что ли? У кого нашли? То есть у этого нашли. Это арабский буквуштан язина, что ли, который там. 200 лет, 300 лет. Точно так же грузинский, я думаю, что сохранилось, что гибники не пожгли, царьгаду. Я думаю так, короче, я могу ошибаться, но я думаю, что там много чего сохранилось. Вот ищется под ноль, под плинтус, да, это дуэ, охайн. То есть у нас, нам говорят, а что история, я что я думаю, я что короче, представь, только что поубивали несколько раз за 100 лет чудовищный том вести, держишь огромную империю. Немного раз сжигали, потом раз куда-то выселили, потом заслали сюли, мол, ниш провокатор, что он забусил на сальтуши езаш, короче, справа налево, задом наперед бош. И хумша яйцен, вы вообще со спантелыку сбить, но потом в 44-м году, 40-градусный мороз на казахстанский степ, сын половина этих галками от голода, от болезни, короче. Отца Бахкина, а тут уже все разграбили, растащили, что могли, пожгли. Ну что от этого народа? Это как будто нас на остров какой-то высадили. Дукай, короче, кинул ты в 57 году на остров, Бахкина, высадить, потом что исторически наследие Миджая, где у вас был? Где ваши алфавит, письменность, предметы культуры? Вы что это? Шум цапапуаш, мадуй бог, и хумшли. И сам дукай,
Вот абсолютно это неправильно с моей точки зрения. Ага, قيت يا تتعامل لازم نسويش أخي دين خاطر هنز على يرمول والش خناح полностью под ноль сжигает ешь даешь هلا تيش месть с детьми женщинами полное уничтожение хиловен ешь и в том числе и письменность хинсо على احتياجين райской империи халяча in север йол эур ашдол адмашдой народы там посмотри Чуэш, Мон, Мордуайон, Ямал, Ненецкий округ, он, короче, масит дуцига полностью цериш райская юцер фамилия, райская юцер отчество, райская юцер шей культура почти галакин дая люцер, то есть целенаправленно полное уничтожение хаха русский вещь, короче, системе. Уэнти одинак изду просто на самом деле да, это феноменально вообще. Умдуин зуэй то, что мы вот ищ здесь на дох пундукар. Я согласен абсолютно. Инс и вышел хагерга, к примеру, суанах тикча бал берцер. Инсон интересно, типа, из Казахстана войнах дахаусин чханах. Ну, ца степяш дахаусин чханах. Суанах нах чог маршу йоч бацер. Инс масала ца ахту бахкиша йоч. Это что смогу, типа, их гражданские там права подавлялись очень сильно, типа, учиться они не могли, не знаю, работать, куда-то записываться, ну, поняли, да? Типа, понемногу там, можно, قيادة الدخش غاترة. تخديدا سوق حديثنا ويناخ دعبو بيشانا تونا قوش شغله Первый шаш дакач вот цан шинка кирен юка нена нен дена короче юга مسيت يش وش بلش هذا شيء سمعلش كروش بيستن ببورت وش مثل بلدات تأخذون يجري دعبيجن يجري دعبيجن يجي مع وش دعبيجن ديدو من دعشو بيحكن وش يوخ اتحشو كروش خلا أهت داخل نتو ده 14 شقيقة اتحكير سين داغوش ليل شلق اتعم то ли лампу он эту держал, свет постоянно цабуал хыллах беш. Буал беш уша изаду элла дауган ши حياقن سو تدات دومير يوش حياقن سو цабул нахе изначально сайдлен буал беш حياقن бол нахе ишей вагоны мишей имущество ты это дабуга на буциг توان بين حول أتيش نتوان بولشين حياقن خل ابسر شبوي نوخشي سيج دابغان بول شي زواني شوما لشيت بينا مش دلا عيد ليالني بول ديلا تيجا تاعت председатель колхозаш там таعт руководящий там мелкие должности иш нохши хилла тига короче иш та по-разному хилла но основной дом амаж охал дал шилла قيد سو هو الغار شو رنزي пример دايس احنا историят инс выселки сажем это шейтана хаят ёзнаш инс халалер auch das lässt durch so ёзнаш шейтана хаят силар динеца случай хахайца не халалер ворса это ман тедалош ворса уж чох и ахто цагалл чох кисгалати халалер вор очень свой юрт короче хочу балин ахошин расхи хилла даду дали ца تعبوه تشبوه تعلخون حشو والين كروتشي في بريسالتي أخامينا هورز إنوشو ويورت إيش قاب بيش خلا تان دعبيش محتاج يلي خلا أخ إيمنا إنخ دعبوه بأوزدينا كروتشي دعبيش بلاس كماتا وإنه خيش سخلا وتسالتش إيش تا الناس كي باست يول ترخ باست إيش تحقيت هرا يزريو بوش إيش تا تيوم نشتاق قوي شو نعش قوبش مخلي تاريج عليش ручной кладью, хаит слушай, короче, хаит. И им не говорили, что дабо беш буй, что дабыш буй, что кич, это вообще ничего не чу. Хамасит сагвина цер, не дабо беш тюбш тюан, эх, тахилбол, дейш, короче, уж далеко отдельно бешнах, короче, тахуна инсан мол عقيقا, تقعد أبيوليني والجال. إيش بوندا إسكر أتنت إجارش وأتين كروتشي إيش ساعة يدو حلو يوش سهل إيش ساعة أو إيش حلو ساعة قديك
Делгеш делзам вообще. Ахите он все, это все объясняет теперь. Кехтам, баркал. Цауи по теме мы добавить да лучше. В принципе, 2,5 часа прошло у нас, и можно теперь свободную тему. Можно я Ватсон. тоже добавлю? И демократия хлястим так аули. Мы, чтобы доказать, что у нас демократия была, и она нам не то что не чужда, она совершенно нам родна, и нам понятна, и мы жили по ней. Чтобы это доказать, мы просто можем шаблон демократии приложить к тому шаблону, о котором сегодня говорилось. Например, если мы возьмем самое главное, столб демократии – это верховенство закона. Вот верховенство закона было, зачитать ее от текста, верховенство закона, конечно, было. Вы слышали, что это там кто-нибудь ослушался мехел ехал за решение выполнить цайни, нах и тергаться дори, слушаться дори, ничего ж такого не было, во-первых. Во-вторых, государственная монополия на легальное насилие. Второй столб демократии. Вот легальное насилие было четко и ясно обозначено, что имел только Мехкел, Верховный суд. Они выносили решения, и были люди, которые занимались его исполнением. Было же такое. И еще... Так, сейчас. Сменяемость власти. Самое главное напишу. Вот сменяемость власти совершенно ясно видно, что и Мехкел Хоршхали, и Хинстагали депутат, Холошцухена делегат, Сулхал Хаджа Нахолитер, они же тоже все время менялись. Это сменяемость власти была. Мехкел не был выбран один раз, и он всю жизнь сидел на этом месте. Мехкел тоже менялся. Законы менялись. И даже вот в быту мы же по сути своей не воины, вот Массара говорит, воины, боже, мы на самом-то деле земледельцы, мы воины по необходимости, когда нам приходилось защищаться, а мы же земледельцы, даже вот эти вот земельные участки свободы в пастбище делились между людьми, и эти пастбища каждый год эти пастбища были пронумерованы, например, и вот они разыгрывались по номерам, чтобы, например, участки, чтобы у людей не было недовольства, а эти участки все время кажутся по новых за переизбрать каждый новый участок Так, у нас было еще бейтмалвахкарбукш, есть такое выражение. Если у кого-то скот разрастался, и духыльча, чтобы он, его скот не поедал всю траву на пастбищах, например, и скот сократить дочхалак. Это же демократия. Дочь испокон века шиекому выработать, шиекому принять правил щукаш. Сами по себе они. И самое главное, вот это вот, то, что у нас самая важная ценность – это свобода личности, от демократии хилища уж мояться, вагинца хаяшук, свобода личности, обижать выищёч, обидеть ведь и массаж защитить вещь. Это тоже наследие от нашей такой древней демократии. Что еще я хотела сказать? Так. Вопрос задался, он интересно. Ну все, пока что вспомню, еще добавлю. Шаблон нашей современной демократии, международной демократии совпадает с шаблоном нашей коренной национальной демократии. Вот это я хотела сказать.
Все, Лерин. Абсолютно верно, Ватсон, Мадык Эльра. Сурхо, так мы завершаем эту тему. Если завершаем, я хотела бы напоследок, если тема завершается, и мы переходим на свободную тему, на свободное обсуждение, да или нет, Сурхо? Если добавить некому, нечего, то Ну вот я давай. тогда добавлю, как подведение итогов, итого. В общем, все принципы исконной чеченской демократии заложены в нашей Конституции 92 года. Именно поэтому наши шариатчики так назойливо пытаются размыть нашу Конституцию этими бедуинскими прибавками. Понимаете? Потому что при шариатской конституции главой государства можно будет назначить какого-нибудь Абу Хаттаб ибн Салман, воли имама или халифа. Никакого народа спрашивать не будут ничего. Демократия – это народовластие. То есть такого не допустит никогда. Народ не допустит, чтобы над ними правил, как в средние века, этот имам Шамиль. Шариатизированная конституция позволит послать тысячи чеченцев на джихад, ИГИЛ, на верную смерть, а демократическая нет. Поэтому вот по этой демократической конституции у Закаева и Дигова нет никаких возможностей назначить себя отцом народа. Понимаете? А впрыснув в нашу конституцию шариатскую разбавку, Закаев и Идигов папа этого чеченского народа. Поэтому это необходимо для нужд джихада. Опомнитесь, Нохчи отбит и Арбу отбит. Любые вопросы войны будут решаться тогда не народом, а шариатчиками на основе бедуинских притч. Даже не законов, а притч. Цундер, шей нохчиник лилди, шей нохчиник хальях. Мы все демократы. Я еще раз повторюсь, демократия течет в наших венах. Все, я закончила. Масана Дересхл, все, кто высказывал свое мнение, даже тем, кто отводил тему в дебри. Ничего, все равно было интересно. Узнали многого. Дересхл Масана. Марша Мукш Дехил, Вежри, Зазула, Сирлбо, Или, Инстахарма, Аллар, Конституции, Шадол, демократии, Доршаду, и Конституции, Колум Беша, Салица, Арбях Кетта, Арби Хуша, Арбш Юза, Цадацахилла, Царшадег вой корга вой дайхал хадуах штолум нахойш вой гилкшка хойш вошахтах конституцию и табаду и отстай иштхаларбан дорша мостахчун войнчукача лат амбот она кегдин отун лат амбинацар от конституции тецар бинч тамо Шадол конституции от цанумонс, от эдиланч цанумонс, массо хомон ниц квата ошку, массо хомон. Уна чутаган лардина шариат Аллаху, Аллаху милха Аллаху давул велче, Кур'ан те тож беш буш, Кур'ан те тожин чулда шадол хомон дадолш, ицаду. Такой демократию, демократим, цахирир демократим. Демот бич полкома воша қията қияч воша сингаттам воша ликвона дойши матта те вахчи виста ули маршал аделоте удовайга мокш дой сингаттам боч ай але иштхатта хоч вош хаттырдеш қич қом дат ихумунш İşte kıyıcı olma olsun, işte nokçul xalar yeter, işte dakikçi ama tam şey ta gokun hubal bu saçah dol humun sale işte oyun şu da gok kıyıcı olma olsun ağına sakiyet işte ve elç dokun nisvella so işte metlek şka yok voyçul ta nokçi lelo što sort dagiçi akçu dik boystan nokçi Tahan ladina jo galdeldu otumu lat dita
تأخير بيوتر درسون نسيالهم دق نيرسون историк бо истории еш нохч лет дол нохч бери еш рят духала нохч лет йол история печ кон болч наган еш маяти как иштамиск нах рядовой алверцу от нагна таллик тауэ нохч лет са хумахаца бала бочтер балма бат вой талямшка аштол тaqomt вой дойзаца дойш леч дервой قوي غاز قشتي وترسياتي توم بيلشلت اشتي انفورماتي دايوش حيوش اشت دويز دل نا اشت نا تدويش چانا دويز چا غاز قشوت انفورماتي چا تيرريش بو سيباراتيش بو وچو يامرت نا بو بوش اشت تتيسن وانتي تبويشچانا ибоишча ишт боишчан вей ишт дагуштуцан так тахилца хомдит волорсу и балхашацы са хашворсы тига немцоу и волчван хашулга sög штадю чоқ бута нохчи бок бехкан аш elçi ve nahçı çavuç vurdu ve aşıl miçer bu boyiş boy el. Açı dağın tro akın çuvan istakil tayiskil çarş söylüyor bu. As bu hoş nahçı duel işte nerson ama da saçlık ve şumulu duel dadiçi akar nahçı duyşu el xet çok tol halk iniş nahçı bir أخوها دوئل أخوه دوئل رخيش كخيتر بات أخوها تخيش نوحشي دوئل تاقبو هذا أخديك دوئل تاق خيجن أين تخو أردل هذا دوخش أس إيش نوحشي ما باتيش إش تسيلي بو إش تاقوم دو تخو كوكازا إش تاوارتش بوش قوم دوئلش ديرشين خام خاروني تانيس بو بوتي أتير حلقة إن بول نوحشي شين بويزرون ملجو ديك نابري شلق دولش تايش تاليلر بولر خز دولش سيرل دولش أت أخ بوك بولشاق خل دولش دولتا تامشي همون شتاشا تتولا ورونيش متامشي نوحشي بوش بوح إش تابيتر سوغيت نيمتوچو ناغوستو так итаметтгü ихил так ишт меттгшö дук ю алгар сорда войне юqa ишт войн вот этоса вейгер хызце использовать еш ишт ток Европа дукна бу чубахкан шеш нохчи ду бош и термер дотумон лелдеш и нохчини вот этосич такой история до кита хумаду хис дела доч долш дела ويلم شيت إرش وخشيت إرش إتحيول إرش شام ير وينوحش متى يسرنا يدقهم دو إذا وينوحش تقاش ليت إخدال شلت إعادول همون ويليش شهدرش ترك خوي متى دو لم شيت إرش خشيت إرش إبار قدو ومرزونا ويقدل غلقو ويمتو ويقومو قبل محتق إشت يسم تا يستيو يق يالورترسو مات غلق ملقا با بسر بو قوم دادير دو بوغر قوتست دا الالش دويل اشت دادل دول قومش دوقدو شاد سرش يتسل قومش دوقدو دادل اقتاريخ مقيتيل الغلق ليل دا ووش قز مرز از لدوغا وچوح دول دوزل اشت دادويتا دويتش ويقوموا حقدولهم اشتري دقي دقاتشل خز نيس بق دويتا دويتش ثاني ويسبرق دادغي تري شامل سواحيز داري اشتي مالدولهم واشت دقاتشم بولش داديتش بيرشك اي تارا اشت دقيو عردو تير دقا خل ديشتو اتان خا ديشتو وين تحمل حق ويمل حقق ويحيق ديشتو تارا حيق ديشتو ويتسحق ويخسر ويريات ناخ إيردات ويديك دوي وي ديك دو بوخش ويأتشتون وقت إردات ويدقايت ديشتو ويمرشتو ويقحيق ديشتو ويحيقش قنو قويتردو ناخن آل ميتا جيريو ويمرشتو
Стали Арсона, Дересхел, видишь. Пока эта тема не закрыта, почему Фараму не вставить что-нибудь? Он всегда говорит очень красиво. Фараму ховист хрватер до завершения, на завершение этой темы. Фараму вистхелле. Это 12 центов вставить решка. И, например, ой, соседский камна штук. Интер йол шук и наследие, что. И ханш, хамхалш, что. Такое. Юх. Вот Бакаев Хасан, ну, историк. Он с кем-то там, у него как бы дискуссия шла. И ху кажется, бахка беш, эля язи нахуй, да, типа, как бы гордиться деш, он худу цахуша, на там, приеча на дуне чувствен. И, ну, феодальный строй, как бы классовости, что шамхал школ, что сюда, что в душе. Так, у Хасан, ну, история, что едем, что вторую свою, как бы описать, ну, выговорить, да? Даже хильчи ишт, инсакар, шбахка беда, шполтер, эль буй, уша исторически, шабаш истребить бу. Так, даже если вот там попытаться гордиться там наследием какой-то истории, то получается, горшатер, тягненных, без, ну, как бы, говорит, он хагуш был там, волар, 30, наверное, грамм, из-за уж обслуживать бинашвац, как бы, тер, надо учиться, что тер тягненных, улсун делышт, и он наоборот, цадицар воли должен. Ситуация у тебя, и что момент, я хочу дискутировать, видимо, тому и гордиться, что наши исторические, так, наши сцены, что где, что тогда, одним словом, гордиться, да, да, то есть, ну, я, в принципе, гордиться, да, еще, и ваш наследие на свалку посещать, просто, ой, действительно, хилбаться, попал, даже хил вел момент, нагасан уж хилля, даже цат эршел, сана хилля, из-за что под внешним натиском лагля тебе изнутри там из народа так как бы произрасти дашь в таком формате удается ставан сан штавес эрми интер там сотни тысяч адам дин юх ваха ханца юк угур яшек хала яқин тиха вин дол qoman штиту обшалет шаг право шаг лево яқнаг Тепезвой шпейтбочу, что шересты это милицейский прием, что шишныши прием элдоты, он уж применяет тоже. Лето что как бы поднять из камби, и что задавить, да, что я цехтер. Так изнутри. И хилдец, ну вот единственное, что смогло без оружия, как бы запудрить мозги нашему обществу из-за религиозной идеологии. Вот через это щекюгрола ночешнюю каштанаха был и хотят над собой халифа Курейшита какого-то, хотят какой-то ахлюль хали валь акди, который
وتسوقهم ديت والها تسوقهم واشتلوا شلش بوشدات صدي بيلش كبوتا بهوقك سامحوه دولشتان تيجا ايش تستيمر تادا خوتا Ну, одним словом, вот этот механизм, скажем так, или именно вот эта вот применяемая тактика, только через нее, что одурачит, да, ну, садик, сатиш дается, похал, мелчо, وين هم отсюда ان насадить, ден дала, пока на уровень вообще му эрдон, точку невозврата, пойти, ден дается, пойти. Сюридике, Маша Мушлилда, все. Очень приятно, что вы, так сказать, предложили мне сказать слово. Я с удовольствием подчеркну, что не раз уже делал, что наше общество, в ближайшем обозримом прошлом, чеченское общество, в общем-то, не просто проповедовало, а жило чеченское общество в демократическом строе. Здесь уже детали вы сами уже описывали некоторые, вот Сурху более подробно, как это выглядело примерно так. Там в определенные промежутки времени, когда там надвигалась какая-нибудь военная ситуация, обычно, естественно, потому что мы никакие чужие земли не захватывали, агрессию не делали, все время военное положение на нашей территории бывало из-за агрессии захватнических каких-нибудь империй, способствовали, в общем-то, некоторые народы, осколки этих империй заселяли на наши захваченные территории, в общем, создавали новые проблемы. Но вот это вот наше традиционное, вот это демократическое общество, оно, в общем-то, влияло. После войны все равно наступал мир, при всем том, что, конечно, кто-то временно захватывал, побеждал какие-то территории, захватывал, отдавал соседям. И тем не менее, все равно притирались, приживались, продолжалось. Такого понятия, как границы сегодняшнего вот этого регион, определенная граница, которая отмечена, измерена и так далее. Такого же не было раньше, в средние века. В общем-то, относительно, конечно, понятие границы, территориального образования, что это кому-то что-то принадлежит, все это было. В этом отношении нужно признать, что наши земли захвачены и розданы, значит, и на севере, и на западе, и на юге, во все 4 стороны, в общем, нас придавили, зажали. И ни одна империя, не последняя, но вот это вот последняя, вот это то, что столкнулись мы с Российской империей, все-то приходили, уходили, но и под натиском Российской же империи в том числе, я имею в виду последнюю вот это вот персидскую, которая
присутствовала вплоть до там. И вот эти вот дагестанские некоторые племена, там Азербайджан, Армения, все это, конечно, персидские территории были вот в последнее время. И там, конечно, какие-то территории нам принадлежали, ну, все это, нам, нашим предкам, все это ушло. Но речь сегодня идет у нас об истории, тоже говорили, тут специалисты, может быть, есть. Но по большому счету во все эти времена, вот этих последних столкновений вот с Российской империей, многие российские специалисты и военные, и там писатели, и мыслители, там поэты, они отмечали, что у нас такое образцовое демократическое, значит, общество, и что нет у нас ни господ, ни рабов, и выборные. В общем, есть описание. Конечно, вот те, которые являлись руководителями, вот так называемый наместник Кавказа, этот Ермолов там, и вот и у них высказывания свои, потому что у них конкретно цель захватить, подавить, заставить, принудить и так далее. С этой целью вот там от высочайших там князей под командованием там, от царей личные приказы получали эти руководители военного вот этого вот экспансии на нашей территории. Поэтому они, конечно, имеют определенные цели, и они смотрят вот на наше общество совсем не с той стороны, не с той стороны, как они сопротивляются, какая у них организованность, какое благородство, какая честь, какая культура. Они смотрят на то, что вот он не может его покорить, он не может заставить унижаться перед его вот, там, княжеством, перед его царством, перед его там, вот, правлением, что он могущественный там, представитель царя, там, империи и так далее. И другие, и князья, вот в его понимании, князья там, какие-то там, значит, представители феодального, значит, какого-то строя, которые руководят определенными местностями, они заискивают перед ним, да? А здесь нету этих, которые вот правят. И некому перед ним заискивать. Они равны, это общество. И вот он это общество называет всеми отрицательными эпитетами. Он все, что может плохого сказать об этом. Вот они, вот их надо убивать. Вот их просто вот я бы успокоился, когда бы там типа последняя голова чеченца там вот, будет храниться где-то в музее и так далее. Я не успокоюсь, пока хоть один чеченец ходит по земле. Там такие крылатые фразы у этого подлеца. Но он давно гниет уже, сгнил, а чеченцы ходят по земле и будут ходить до умора. И будут в демократическом обществе, которому они, в общем-то, и этот самый Ермолов-то, в общем-то, где-то там, как сказать, далекое эхо Европы, вот эти вот революции французские, все это для них романтизм, там, вот это вот в это время построение в
далекой Америки, там, какого-то демократического государства. Все это, какие-то веяния у них были. Они же все-таки какое-то касательство к прогрессу имели. И этот подлец, он общался с некоторыми. Ну, вот эти вот ихние, так сказать, светлая мысль, это самые прогрессивные Ирлеев, и вот эти Бестужев, Марлинский, и вся эта компания, которая, в общем-то, декабристами, там, такими прогрессивными, сказочные, романтические фильмы о них снимают. Они, в общем-то, такие же имперцы были, только они смотрели, что царь, вот это, вот мы типа революцию там сделаем. Конечно, это редкий случай, чтобы аристократы сами хотели поменять строй. Ну, куда они его хотели поменять? Что касается нас, какое отношение? Задавить, задушить там и так далее. Переместить. Вот это вот высылка, то, что было в 1944 году, 20 века, это уже они тогда планировали. Так что в этом отношении там не очень-то они отличаются от тех Фарама, а тиранов. можно у тебя спросить вопрос, Бехмабилла? Мне очень интересно. Я бы хотела, чтобы ты вот эти вот сравнения, именно ты подвел итог, вот в чем сходство демократии и наших обычаев? Хаздейдарк. Вот эти классики русской литературы, они сами четко описывают, много есть цитат, высказываний о нашем обществе. Именно когда исторические вот эти исследования ведут на нашей территории, русские, царские представители, они описывают, что у нас демократическое общество, что все равны, что нету никаких князей, нет никаких рабов и слуг, что общество полностью демократическое, что выборные, сменная власть, все это присутствует. Вот это вот существует военная диктатура. Ну почему военная? Да потому что они агрессивно, вот эта экспансия Российской империи, она заставляет нас принимать какие-то решения военные, и в этот момент военный режим на территории. Естественно, избранные, выбранные депутаты, вот это вот наш Мехел, там и все такое, это все следствие. Для чего это делается? Для того, чтобы организованность была. Но сам факт того, что присутствует вот эта демократическая выборная система, она их поражает. Их поражает отношение чеченское между собой, что все равны, что нету ни преимущества ни богатых, ни унижения бедных, абсолютно свободное общество. Вот это вот. Как, чего общего? Все общее с демократией. Само чеченская культура, она зиждется на демократических основах. Наш быт, наши взаимоотношения между соседями, между Захлой, Мюльшбелах, Мюлгурчтай, Панбелах, Войнохчи, Воуш, Эбдёлш, Войвист, Дистрюлш, Войвоуш, Гичи, Войвоуш, Дойчхена. Первая встреча, первое знакомство. Ой, Элиса, у нас этикет.
у нас очень тонкие детали, этикета, рылк, окник, джимник, зучунс, лава, беш, лулхош. Столько деталей. И все это красиво. Это, и везде подчеркивается уважение, значит, подчеркивается, никто ни перед кем не унижается, но при этом чтит твое достоинство, сохраняет, дает тебе, позволяет сохранить твое достоинство, независимо от того, у тебя в кармане звенит монета или нет. В этом прелесть наших. И этим мы гордились всегда. И вот именно это вот в последние 30-летия вытравливается. Вот сонтал в нашей культуре, вот это именно слово, это употребляется, и оно презирается. Сонтал целорвой, сон волчунах цедешвой. А сегодня сонтал возвели в ранг вот почитаемого. Это вот демонстрирует, специально искажаются наши обычаи и традиции. При этом говорят, вот эти слова произносят, нохчал, вилк, то другое, но и при этом какой-то подлец, значит, тиранит слабого, демонстрирует вот это вот все время. Если у него появились в кармане деньги, то он показывает их, демонстрирует вот эти вот ришлунш, вот это золотом. Все это, ну, в общем-то, это немного пошловато, но тем не менее, это же процветает на нашей модации. Эзд махла, эзд молеловой ночи. И вот это вот сегодня именно вот это вот искажение идет целенаправленно. Я не думаю, что это такая случайный такой фактор. Я думаю, что все это целенаправленно, а дети растут в этой атмосфере и как бы вот видя, кто хорошо живет, вот тот, кто врет, тот, кто вот это сон толгоет, это и вот есть какая-то элита появилась, да? Вот, значит, чтобы быть этим, нужно вот подобно им жить. Вот так вот воспитывают новое поколение. Но все равно у них, конечно, ничего не получится, потому что есть там, присутствует все равно нохча лардеш, ча шейкерта, та хумадистцахуш. Даже ничего не объяснять не надо. Просто своей жизнью является примером своим детям, и все равно дети это улавливают. Уважение к настоящим чеченцам у детей есть. А который там становится там по обстоятельствам, соблазняется, идет на поводу у каких-то там алчности там, и, ну, что сделаешь, когда атмосфера это. Фарамо, хатер дайта, и чё, по теме, дюштол, хумате, чё, интересно. Ица, when диха бочери, сиха бочери, вой вещи, оши юка, и хатер школу, вой, да, ну, сам колу, сиха колу, сада васти колу, хатер, да, это хумате. Хинти гаски бац, when уш дуиза, да, гаски буш. Уж шеймух буш бац, уж предатель бац.
Еще, короче, да, шея, да, империя, да, арабы, лиршла, война, масит, дашешка, боза бывшая империя, яшна, ну, бахтуш базуш. А вы гунха бешабиш бахтуш. Кавказ, ела, Кег, ела, Азия, ела, да. Это мужгиш, это газкаш, это такой. Цер купить больше, ну, шей махка, ума, шей ума, дух да, цер, ну, постоянно их за таханван гуште гамоду, это Кавказу, ой, Кавказу, шевик вахквелу, и газка мабаче махку, бацик бац. Цер шей ума предаться до, цедоется до шей империю цер арек. А вы из Кавказу, а вы шедеш двахтелду, двахкушту. Имам Шимел Волшайна, Вышти, постоянно двох, мунд кульштуи. Так, единственный и новчий бук шей хумантиха تعليل غير شيء يتشقق غير شيء إيش واحد يكبر и гонха был нахабу, и гонха мелью Кавказа. Вот почему так получается, ажан, иш шейхум дух шабац, и гонха был нах, шабиш шейхум, ну, предатель шхуш букуш, а и русский предатель шхуш шабац. Мунис вот и хурдари тимани, баркалшун. Аслиэлч, меги ответ. Пожалуйста, пожалуйста, Фараму Бехтмабилла просто именно затрагивает регион, в котором я проживаю, Дукдолам, связанное с раздачей наших земель. Это касается территории нынешнего Дагестана, Цулген. В теме Волген хотел небольшую ясность, как говорится, или напоминание. Просто Цахамду, вот, и тем, она серьезная тема, но почему-то не уделяется должного внимания. Дукдек, вот я вот много вижу в соцсетях тоже, да, галош там обсуждать, там не помню сколько там, 2 или 3 района там переданные, больше внимания уделяют, чем территорию, которая попала, ну, входит в состав, перенесли в состав Дагестана. Даже просто карты Тхайча, да там размеры несопоставимы. И территорию это, считай, междуречие Сулака и Терека до Каспийского моря. Даже это недалеком прошлом, вот всегда Сибиря Богойчана было 8 лет, его забрали с хутора. У нас были хутора на Сулаке. Лотен Шерк, держали скот, короче, зимой. И вот, считай, там никого практически не было. Было несколько селений кумыкских, но они так обособленно жили. Мы никого не трогаем, нас не трогают. А так вся земля была наша практически. Никаких там не аварцев. Вообще близко не было. Даже я помню, да, с Дюйцурк, скотины было много, но и их было 4 братьев. Им нужны были работники, сюли, и бежали богшам наниматься. Они приходили, и они даже, говорят, один сезон не могли держаться там на равнине, потому что они какая-то горная болезнь, корт эхкаболш, короче, там чуть ли не голова у них разрывалась, короче, и они вынуждены были уходить обратно в горы, не могли на равнине жить. И может даже с этим связано, что вот они утверждают, что когда их переселили на наши земли, что было много пострадавших. Если с этой точки зрения, можно поверить в это тоже. И мало внимания уделяется
А это, мне кажется, самая серьезная проблема, которая нас ждет в ближайшем будущем. Нам придется столкнуться именно вот с этой категорией соседей. Почему они не могут выйти из состава, там причины. Вот 100% вот один в один, короче, он в точку. Но и по той же причине они и вот это все вернуть тоже не могут. Цулген ишбува мостхи, которые будут в ближайшем будущем. И тем более еще есть один исторический факт, что именно Сюли Комди его придумали именно противовес войновче, потому что Иком Хелла Мадац, даже вот сейчас, вот Сунхе, насколько я знаю, у них есть где-то 3 или 4 разных языка, Сухому Юка, которые абсолютно друг друга не понимают. Но общее название аварцы, даже они самоназвание, они называют себя Марло. Кумыки, ближайшие соседи, их называют Тавло. Из этого Сюли, Сюли называют всех, кто живет в Дагестане, но именно Сюли это аварцы, ближайший Ершбак, Кумыки это соответственно Гумки, там, ну и так далее. Цулген и Комди и специально его придумали, Гулдинда противовес ночи. Ишатта, далек долуш бат, проблем, и заранее царству надо какие-то или планы, или как-то вот. Аслан, я тебя слушаю, но по большому счету, и так тут вопрос касался не этого, наверное, нужно сделать отдельную передачу про это и посвятить этому целую передачу, потому что вопрос серьезный, ты прав, но ты по большому счету так примерно так описал там, ну там есть еще много деталей. И я тоже кое-что знаю. Ну, и исторически, и как это делалось. Все это можно сделать отдельно. Но речь идет о том, что ты говоришь, почему не обсуждается это. Касается и этого вопроса. Но дело в том, что касательно российского вопроса границ и территории по отношению с Российской Федерацией нужно определиться, да? Дело в том, что когда объявляли Чеченскую Республику, мы же про Конституцию говорим, про восстановление нашей государственности, она на определенных территориях. И вот эти вот территории, вот Ингушетия уже после того, как Ингушетия или Российская Федерация, после того, как уже определены были границы эти, там и Дагестан тоже прихватывает параллельно. Это дело нужно будет определяться и выяснять, и восстановить государство в этих территориях. Но вопрос с Российской империей, если определенно говорить о претензиях наших к России, начиная с царских времен, эта экспансия, она же унаследовала, значит, Советский Союз, потом вот эта вот сегодняшняя федерация унаследовала вот это все, что от Российской империи. И вот она должна будет отвечать по территориям и по другим за всех наших убиенных. Это очень длительные судебные процессы. Но вот этот вопрос, он остро должен стоять всегда. Вот что касается наших районов, вот этих вот уже во время Советского Союза, которые, значит, передали Дагестану, мы ничего этого не собираемся оставлять. И более того, нужно говорить о всех территориях, нужно все, что натворила Россия на этой территории,
все мы должны отстоять каждый клочок, каждого, вспомнить каждую пролитую каплю крови в сердцах. Но это сегодня не та тема. А вообще, конечно, нужно будет отстаивать все эти вопросы, но это юридически. Юридически нужно очень серьезно к этому готовиться и бороться всегда, постоянно и неустанно. Я согласен с тобой. Это не быстрый вопрос, конечно. Ну, может быть, какие-то... Вот Хасавюртовский район, может быть, быстрее решится вопрос, да, а там, по большому счету, больше еще есть вопросы бесконечно. Там, дук-дучуя, сюлиш ценник, астодиш. Но это, вот когда говорит Тесла о том, что вот если бы там сделать как Евросоюз, там границы, туда. Дело в том, что Евросоюз тоже подразделяется на определенные государства, и от того, что ты свободно перемещаешься по ним, есть там административные единицы, которые, ну, значит, там не только налоговая система, там, ухаживают определенные территории, там, жители населенного пункта называют себя этими гражданами этой страны и так далее. Поэтому это дело такое, это не так, от того, что мы уберем границы, это не значит, что территориально кто-то не входить должно это. Оно должно входить в Чеченскую республику, и это будет так, да. Но это очень длительные, я говорю, это юридические вопросы. Нужно в это дело для того, чтобы втянуть в это международное сообщество и юридические институты международные. Для этого нужно сначала восстановить свою государственность и отстоять наше право на существование не как просто нации, а как государство. И так и белый клиллур дати. Вот это вот в России, она не будет способствовать, значит, защите наших интересов. Поэтому определенно мы должны восстановить свое государство. И жду Аслан. Согласен, Фараму, во многом с тобой. Просто противовес вот этой надуманной, мне кажется, галош се долам, и вот то, что с ними и Кисан Би, она близко не стоит с этой проблемой, это сюрш хегел проблеме хаш. Галовой вежриб, как бы там ни было, откуда они еще отделить цаина, это их право, но все равно еще вежри бывает, самот бич, у нас много общего, нам с ними практически делить нечего. Но Ерш, Сигарбекш, это чистого мостхиба, это специально созданное именно противовес. И переориентировать немножко... Нет, Аслан, но мы же мы же хотим, чтобы международные институты способствовали решению наших вопросов. Для этого нужно юридически заниматься этим делом. А Мерседес, том на трибунах должно быть. Я тебя понимаю. Обострять этот вопрос, поднимать его. Дело в том, что вы почалки мецелатич, вы кума делурдат. Вы почалки, вы сразу моментально метотлурят. Раз не для этого это культивировали этот вопрос, чтобы так легко сдаться. Но иш бухурбу, да, мула, иш бухурбу, иш бахче, вы метододез, для этого нужно, опять же, втянуть в это международные институты
юридические там аспекты. Везде должен быть главенство закона, должно быть. И вот по законам вот нужно так изучить все детали, чтобы конкретно по закону претендовать. А когда ты говоришь, вот это было моего отца, и это должно мне принадлежать по наследству, то ты должен предъявить какие-то документы и так далее для вот этого нотариальной конторы. А нотариус, он просто не реагирует на то, что ты говоришь. Ну, я утрирую, понимаешь? Он мыслит, вообще ба, вы хеч дал диез, вы ахичу призыва хэщу, из-за вы масери дэгчахью, но вы духубал без в этом направлении. А есть первостепенные задачи, восстановление вообще самого государства. Вы там лишь дина, вы ж мабу оккупированы. Усулиш далять буба, расхуш далять мабу, из-за уже массу китиха. А уже Вот именно. объявленное. Аслан и Фараму, спасибо вам большое за то, что вы очень четко разложили всю ситуацию. Давайте дадим слово Булату. Булат уже говорил. Абушура, по поводу наших обычаев и демократии. Потому что вот Фараму, Аслан очень хорошо охарактеризовали, все поставили, над всем поставили точки, а нам бы хотелось услышать твое тоже мнение, Абушура. Отлично, Денчин Тахтердыц, Швеции. Я тоже добавлю по поводу вот этих проблем территориальных, но не чисто про это. Вы сильный хильдир, чтобы такие вопросы решать. Не имеется в виду только военная сила или чего-то. Вы развитый хильдир, вы национально объединенный хильдир. То есть вот это проклятое национальное самосознание, о котором мы говорим. И главный дег в этом деле, чтобы мы себя ам считали и себя вот как ам уважали. Если мы вот в религиозную плоскость выкинуть, все. Короче, выхода вообще никакого. Дальше сюли там типа бусул бутен, юрибахки там духала зутчик шмол нишбу. И сзади стоит Россия, которая этим рулит. И даже новые России, там Ходорковский, Навальный и Шварцчетиги, они по-прежнему будут против нас и использовать вот эту карту Аслану Дuyuch, потому что реально, да, это специально созданное против нас несуществовавшее объединение какое-то там. Цветилан, естественно, и дальше это будут использовать, там дальше в их глазовом мозгу уже сложилось что-то там, не знаю, американец, дагестанец, букцейраски, что там есть какое-то это, не историческую подоплеку этого скрывает, и в учебниках ее нету, и они не собираются от него отказываться. То есть, сильный хилди, что на уровне Израиля, чтобы вы мостащин, чтобы справедливостью от них, всякий справедливость, як, потому что ее придется именно як. Царь воин луриатшин, царь мизно право, вы шума дейца из дох вождейца, его як ли зарешен. Потому что вот все эти Ходорковские, новые русские, новая русня, она будет Западу улыбаться и по полной программе Украину восстанавливать, это делать. Но они постараются все грязь на нас скинуть, и, естественно, там даже до разговора до этого Дагестан даже не дойдет. Тут и качли они нас это
вместе с нами на Украине напасть Кадыров и компания Юхарбош. Эти царь быть сильных людей, что просто такие мы должны, прям как евреи. Вот пример для нас. Людей, которые вот силу получили. И сан объединенных людей, что такое. Даже и религиозные, дрязг, щуй, изгуй, буддистуй, это вообще даже и Ошук, это чудовищный враг чеченского народа. Такой же на уровне, как вот Исюли, этот русские имперцы, и сан моста ушиневый. Просто у нас нету просто времени, ни времени, ни, скажем так, ресурсов, чтобы какие-то религиозные деления, вообще яйца даже, какой-нибудь вот из этих ахлю-сунна русского православного может и заскочить и обвинить нас. А шумобу ищет, короче, типа, бах, давайте, короче, такие мои царь, ешь, короче, и временно, да, лачешь за нас, и русский ахлю-сунна, халифат, тец, игил, и да, лачешь выехал, конечно, не хотят нас надуть, но их дать, потому что какая идеология, она выпадает из этого вообще. Вот ахлю-сунна, православная ахлю-сунна, это царь вообще от нации отказаться, дебахвай, короче. Не прямо хацабаца, но это идеология. То есть у нас уже несовместимость с их идеологией. У нас нету несовместимости с этими людьми. Шнохчи могу есть специально, шнохчи бля, там есть и нохчи похожи. Но вы эти несовместимы. Но хохок положению, ох сильный, ох объединенный, ох технически развитый, искусственный интеллект, дроны, роботы, искусственный интеллект, дроны. Вот эти андешат дешат, а мощных дешат, душу, просто такие. Прямо у нас должно распирать от мощи, чтобы гунах был доброжелательный. У нас очень плохие отношения с соседями из-за этого Кремля. И Кремль дает и отношения, что тал рюбок, это wishful thinking, выдавание желаемого за действительно. Потому что вот этот чувак, который со стороны Лубянки, Воуша уже дина цукер, хокон цену ах отсон дадилла, хокон цахом отсон дина, и потом и давай даже уже укон и хадал целе, и уже автоматом это на самотеке продолжается. Поэтому tagaс хожат, да все, вы массом там не сорду бог, багдадшин, вы о сильных людей, что вы о объединенных людей, что прям в Казахстане, особенно друг за друга просто глотку рвать дешь. Один вообще, да, это автоматом враг, просто такие смертельный враг, и суюк рычу, короче, уж буй ахал, и дой вождуй, уж неправильный, буй, уж мусульман, ши, уж зюку, и элер, и один юк рычу, это 100% на эту сюлю лях, целях, вольный, невольный, не осознающий, но их союзник, это 100%. Дальше царь говорит, отъелит и лактиш, и праваш, и царь воин мародерство, да, кайхош, постоянно да, кайхош. А же и что помародерит, и нашел, и стрело, и нашел воин царь, короче, тотальный, короче, там этот Холокост в квадрате, юшун царь, там, несколько раз больше, и при этом вы сильный хочешь виктимизацию. Мы жертвы, да, этого дела, но мы сильные жертвы шхелгиеш душин, вы правашься, отосит, короче, это просто нет у нас времени, к сожалению, а сдуется, конечно, это просто от души дают чувства, просто уж уже гарпал буи, нас просто такие раздробили, и мы представляем из себя разбросанную кучку, то есть вы просто лег, чтобы мы наконец-то начали себя народом ощущать и за свои права. Никто за нас наши права не будет защищать. Даже международное право не будет за нас наши права защищать. Еще последнее. Угар сутьяцвяли кудари. Вот эти игелоидные чаячивые друзья шбы, Вайси, Терси, Акерси, прочие си. Случай, что вот он тоже примерно жаловался, что воевайца защищать самозащита яд свой, и тут же бусул, то есть он как-то это
в голове вот противоречивые эти совмещения. Именно бусул бошт, я боль дел. Мою положение, я качиваю. То есть он как-то, вот, я не знаю, ухитрился причинами, то, что причин счастья, их еще употребить, но при этом отделить их как-то. Тесла. Суца ханатерлу хайон камел. Инц норчи قوم كوارت بوخن لوار وولش حوالينو كوارت بوخن قام حدالينو دورو يعني аппендицит вырезатин ишт квартег тидамцабеш аппендицит хаяхкан сан хиетсон за халши قوم пачал хаях небай ца хуманти дадулдал диеш мадуер сразу сюриш сан доудақи, ғылыш сан доудақи, боксан тармалой ғырсурт. Саныз доудақыр долшдац, летер долшдац, дагадец лет. Но шиғым дағыветсер өтсе, ғор ноқчы чүн дика, но ишчо от сагаттяш долацу территоришина, цумшану сагаттяш долаха, инцо стеслас мбахара, сан хумантир хадюдон мадьезивой, беш хыз диеша дагайтан хыз цад ниц ба хыз еврей сан цад ниц хыл мабезвая да жим пачал кюха еврей дюни попробуйте цад гражданин на трону твел дюнян чо да хуорду хумудуйте камя ишт хыл диеш ту войц де гадуй сунде цахал пачал хаях езвой мы должны все ногчи пачал хаях вой беш мяшерик тан ишт да Ишт мой улкредацию нацал, и хунца дюти, аш, хунца дюти, вай ара вада хагайтай моду, аш цабош, хагайтай моду цахал, алжоп куалош цути хада, сундела Ауховский район ваю, и вай хаюахта вюшекую, чдуй хаз международным законом, дуй, хаз кюктар юридический, те печать тях. Иштхал деш, ну его. Раз к сани латте деш, ну и до там сюркач. Баркил. Да, пусть они возвращают, и они со своими этими под мандатными своим населением сами это претензии стяги еще действительно. Как вот эти что берегу. Кенти. Тесла действительно серьезно территория, когда из-за хум нистерчи байдичи или яцкой богева дацкой издац его повторится даларсу сома дац инз вы мунистилати дац цау шхирдачу вы мунистил хаусич целый Кавказию, целое государство шугуна дать, и газки уж шейхумантя, чак болшпун, шей империю цери, уж бахтуш бац, они бахтуш бац. А выйду Кавказию, Азию, шавек бахтуш выйду, шавек продажный, мялюн истории тяхаши дать, уж бахтуш бац, уж шей империю продвигать ешту. А вы гундутие, да, с Кавказа, да, ношего, постоянно выходит так, вы дуки дуахтуштиш, иш мабати, иш дуахтуш, иш бати, бати. Так и хундуи, иш и вайгар душ хундуис, хангар душ туи хун. Постоянно выходит, да, ишел наха буахтуш, это Российские империи. А и Российские империи, моя цани вахтуша. Тогда моя она юахтела. Вой маду и гонадиш юахтел. Как это происходит? Гундхур что ты? Интересно, да, Шейха, дитиш, баркошин. И чего дикие лаха, вахархо. Хотя бы вот وقت الغاز قوات مجدي تون يول ياحا تون يول زميت دي نقص متشنا قدنيا شوالا باجي سيدي تون دا تاشي ماك عدول حلي شادك
отцул лей империи, короче, ну, лей империи цаду, отцул шай хал долча, все равно шаш дакет чигаха, шай русский штумбет, отцун талет тапуш. Особенно в ночи, что до халфетич вопрос, вообще чего бахбутер, вообще чего патриотичность, сейчас должен включить, дочь, тут я чего чабел буш. Ну и так, в общем, что урезки гумана, чего букашишь. Просто цель хотя бы, володьки, يلا يحيى أتسون دوج يتخس ويشم سون سكابيلا باتر ووكاست أي شيء تفكا أي شيء أسشتاو way that просто مو خردر أتسون وقت الغاست شو يلا يحيوش وتأتسون أتيتو Ибрам, кайцам дуцига. Ираски шехал монгольским нашествию шена 300 лет, ал зудриш дакую шраска чердат. Монгол шахалкинцу меч кшдуй. А то она вот с продолжения вот этой монгольской иги дуканнаш дей анцу раскшер цан минута расслабиться да еще уж батюш. Еще 3 смены бобу бьешь будина дуй. Еще малба еще уж бац он дяше дуканнаша электр долш дуцан. Цан дикха и суш дуй. Шентя и диш дуй. Сундела цар миллионами ден дуканнаша даже шен узгаскшу каха. Он дух гошен халак бина эшца. 5 секунд юхор юй дать. Сундел до последнего даже 100 тысяч так дюал вала вьется дуй. Такие стуры. Он дальше промо я еще уж бацю что полчаса будешь. Малейшая слабинка и все, с ним вопрос решен будет. Не шляч, да. فرام خاطر دري جينا ديلر عائلر وي ليش يالخوي хилбат وي газ мата рабов слуг не было у нас. Так, лей это понятно, хилбат. Так, колоса в мадочи, хилбат. Так, слуг бо, что лому да тажим ойлерца парцала там был. Ваенц эдел болхошк, например, олхвай работник ахерах служащий чанхвай солдат, офицер, царь, работник шмацаоли царях, служащий маоли царях, так, как слуга народа санхольвиш, так, вой нохчех и дехче лей юдерсдин элче мохоли ялхо санхоли так и شدوش نيس قولي أقوى يالهوي خليوي كيتريو خاطر Ялхой четкое понятие, это добытчик пропитания. Вы служащий, ты раской матаха, ты хочешь применить перевод с русского значения по смыслу. А у нас как раз демократическое понятие само. Вот этот у них служащим называется, а у нас ялхо. Ялхо это ял-якшвек, и вот участвует в добывании пропитания, там, кормит семью, там, народ и так далее. Поэтому ты расшифровать могли, что у нас демократическое общество, а не
вот это вот не феодальный там строй у нас. Правильно. Я волшевор, ялхоборг, ялборг, этма и как бы отдых-борг, спокойствие, штэлдой, а хоборг, от эдак чидош на антидош мады, элче, эскер хобор, что дош мосоме она защитник те дошло. Хо и от слова что всегда има тергоне хойборг как воины, как копёж ле Страж, хой, да, страж. ну страж или кара герздол хо больше кара и ял хоборг и как охранник, ну служащий сан хулкой Опять ты служащий переводишь с русского языка служащий, употребляешь нет, чтоб смысловую. Ты берешь свободную нацию, ихнее слово, хочешь перевести на вот это рабовладельческий язык. Нет, у нас ялхо, бахо, хо, это свободные люди, которые выполняют определенную работу по охране, по добыче, пропитания, по охране там, границ, выполняют свою должность в данный момент, выполняют определенную работу. Но он свободный человек, а ты хочешь его поставить, перевести с русского языка. Русский язык – это для русских. Вот у них понятия такие. Шей крепостной больше. У них все время служащий, прислуживающий, обслуживающий. Служащий, я не считаю, что это относится к слову вообще близко к рабу, типа служащий это как он тоже как и Ты русский язык хочешь русский нет, с русского языка. Не хочу. Ты русский язык хочешь туда засунуть. Здесь нет, есть чеченский язык, у ногти мата. Ты же сам говоришь, что ялховый. Там не пахнет службой. Потому что никому не служит. Он принадлежит. Вот он ше ялхо лукай. Вот шена, ше махкна, ше омана, шена, ше семьяна. Он в любом случае ялхо. А там чисто определенное значение имеет служащий. Служит или государству, или кому господину. Ну так, иштхалахули мадуси, ялхо это он точно так же, ши комон, ши нахан, ши отон яллардеш мовы алштеш. Но адош иштмадат, смысловая нагрузка там служить, а здесь выполнять определенную работу. В смысле, я на русский сейчас перевожу. Вэй цабол бо, вэй цабол беш дуй, и алхой бог буй, хехо бог буй, я хибол буй. А цейра от цанне служить дадешу, само смысл ихнего выражения не подходит под наш язык даже. А выполнение, общественная нагрузка одинаковая. А вот сам смысл слова разный. Это по типу как земледелец, там, фермер, там, вот так, если правильно понимать. Типа я занимаюсь... Абсолютно правильно, да. Типа это фермерское дело, хозяйственное дело, вот по этому типу. Это типа... Да, вот так звучит наше чеченское слово, так звучит. А там звучит
служащий, там совсем по-другому. Само смысл слова другой корень. Сборщик налоговым, да, Стив? Это как бы обозначение, как я понял, обозначение дела, чем человек занимается. Вот это типа собирать там, вот, например, рисование, вот он рисует, к примеру. Это не титул, это не наследственное что-то, это то, чем человек занимается, как я понял. Кстати, насчет вот затронутой темы, что это халдиез, халдиез, вот на данный момент вот типа первая задача лежит в том, чтобы как бы заполучить свой мозг, вот это ясно. Но гипотетически вот нужно там создавать цельные институты, чтобы, ну, конечно, нужно, но как это сделать, типа, чтобы наше потомство обучалось в лучших университетах мира, короче, стимулировать все это путем отбора и так далее. Сначала нужно, чтобы, как говорит Тесла, чтобы национальные, вот, представители нашей национальности почувствовали себя одной единой нацией, у которой определенная цель. А на данном этапе, вот в данном ситуации, в данной, мы должны восстановить наше государство. А как мы можем восстановить наше государство? На основе нашей Конституции, на основе нашей декларации о суверенитете, на основе нашей Конституции 92 года, демократической, которую невозможно будет оспаривать. А когда говорят об исламских там дополнениях незаконных, когда говорят о всяких низамах, которые якобы временные, но зачем-то они объединяются вокруг этого низама, и при этом говорят, что это не это временное дело, это, если это во время военного времени, временно, для какой-то пользы это было сделано. Боды говорится, а пользоваться на хломяц, и оно было не обнародовано. А вот обнародовали их, этот документ сейчас, уже в 2022 году. Вот это вот зачем, что? Нам нужно избавиться от этих вот разногласий. Нужно объединиться вокруг того, что мы можем сделать, а не вокруг того, что нас разобщает, делит и удаляет от восстановления государства. Это все делается для того, чтобы государство не восстановилось. Но Наряду новое государство создать на этой территории, я не думаю, что мировое сообщество в этот момент позволит. Вот восстановить то государство, которое у нас было объявлено как демократическое, независимое, суверенное, вот это вот государство, и у этого государства источником всей власти является народ. И вот в связи с этим, значит, подготовиться к выборам этого народа, чтобы он решал, как там. Но для того, чтобы подготовиться, нужно же какое-то условие, мирное существование, какой-то предвыборный период. Для этого нужна помощь.
А то, что там эти говорят, что они могут победить вот эту сегодняшнюю империю, ну, а притом в этом данном разобщенном нашем состоянии, тем более, что там формирования какие-то, эта империя на нашей территории содержит 100-тысячную армию. Там. Ну что это? Она ведет войну на Западе, да? Ну там, с Украиной. И в этот период она содержит там 100-тысячную армию. Это же нужно понимать, один, мол, хоть соображать, что о реалиях нужно говорить. Поэтому пока это вопрос вот этот вот с Украиной, там, определиться туда, а потом якобы там пойдут, но никуда не надо воевать. На нашей территории столько войн было. Хватит заливать ее кровью, эту нашу родину. Там нужно вот этот вот, если механизм включить, что мы восстанавливаем демократическое государство на основе нашей Конституции, никаких проблем. Мы вся нация объединяется вокруг этой Конституции, и все идет нормально. Как только вот этот вот вопрос эта война кончится. Это вот в Европе война закончится, я имею в виду украинцев, и Украина победит обязательно. А сейчас этот вопрос, вот эти предвыборные кампании, все эти ситуации утрясутся в европейских некоторых государствах, да и в Америке тоже. И там очень конкретно вопрос будет решен. Ну, может быть, не так быстро, как некоторым хотелось бы, в частности мне. Но в любом случае этот вопрос решится тотально и однозначно. И вот тогда настанет тот самый момент, когда нужно будет вот проявлять вот эту вот самую демократичность на нашей земле. Нашей нации нужно будет определяться. А тут вот эти вот некоторые представители нашей нации вроде говорят о демократии, вроде говорят о том, что это наша культура базируется на этом. И тут же говорят об исламском государстве, стоят вроде под нашим знаменем и говорят об исламском государстве. Ну, говори о своем государстве, там, которое ты там хочешь. Там. Причем тут Чеченская республика, Ичкерия, которая демократическое государство, у которого источником власти является чеченский народ. Ну что это? И для этого чеченский народ имеется в виду граждане Чеченской республики. Этот человек может быть вообще любой нации, по большому счету, если он гражданин Чеченской республики. Да, уточнить, да. Вараму ар шихена от ал меттик дольш ала диш дольш хина от моланш шеш дольча эш меттик кобш ал доцин стан полтора миллиарда адамын тахал дол диш дуай доказать да ой нохчех тоушун доти и эдл волка قوم حلقة دين عدول هم ليلد أقوى هم تان دكزات دا وينيت صونا غيت راويت حجم لدروبو دي وي سرازو كورت ديرز ديز وي بن سلمانيك حي كلر غان
لست تدل علو شولا نوختشن قاستن آيات دازدي سورة دازدي وي تيجي ودهر تسياح هر جول دقبال ببيش بويرش وين ما مت سيخ شق دير دوش تاتر وي دام قويتر دو وين ما خول وي نوختشلا دولهم اشت وي بول ببيش بو دير بو وين انت نوختشا وي масса ولا бизнес عدايش دكتور настроенный بو داغستان акура албак сасетлинский кывек губол беш войц ишт от хуман ойлцеш мосо чачка аллах войц ву джихада ду хар ду бош бу санханин сала шен бен салманс аллак бере кихум хир доти путинис барч бош ашул таган دعال بولغرش پوتین دعال بولغرش بورش بن سلمان شش دوچ عده شو شریعت عبادت اوجوده هرشم بو پوتینی نتعلمش دیر دورش اتغاطان شتاله هرسون ویلیون Ну, иш дукы. Вэй дело единственное, там тут Ахбах, Вэй, Ницбац, вот против этого. Мы не собираемся ни с какой религией в противостоянии вставать. Это вопросы мирового сообщества вообще. У нас вопрос такой, просто чтобы наше государство, значит, не возглавляли вот религиозные какие-то объединения, определенная религия, там, наша, мы хотим, как мы объявили государство демократическое, так его и восстановить. А то, что религиозные определенные группы хотят там к власти рвутся и так далее, и говорят, что это не идеология. Это не просто идеология, это вообще культ и жизни, и социального, и морального, и духовного. Во все сферы и слои общества пролазит эта идеология. Так что это духовно, если занимаешься своей жизнью, между чаха или килс чах, пожалуйста, свои религиозные эти обряды, все такое, никаких проблем же нет. Причем тут государственность? Где это, на каком основании вот это объявляется? Что вот там закон. Никакого закона. Где у какого членского общества спросили? У нас в Конституции написано, что все, значит, как они, вопросы, короче, государственного значения, вот это вот национальные вопросы, все решаются, значит, референдумом и так далее. Я сейчас статью эту. Ну ладно, это уже много раз повторялось, вот, по большому счету. Но вообще конкретно у нас все вопросы, которые, по-моему, это была 16-я статья, да? Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование, референдум. Это статья 16. Так что в этом отношении тот, кто писал это, ну там в лесу, где бы это ни писалось, там для войны, ну война, это для военного положения. Причем тут сейчас вот там в мирное время, ну не мирное, честно говоря, у нас наша война никогда не заканчивается. Но дело в том, что находясь в Европе, объединяться под вот этой
Вот о низам типа барт хилата чех дахтер хоча. Ну, низам муху барт, низам унизам бу. Когда выясняется потом, что это за низам, тут вообще наше государство абсолютно игнорируется. Здесь строится вообще какое-то государство, которое, во-первых, исламское государство, и которое готовится все время к джихаду. Ничего такого в нашей программе нашего государства и в нашей ни конституции, ни декларации о суверенитете, никаких таких планов у чеченского народа не было. Даже на Всемирном съезде чеченцев ни один человек об этом ничего подобного даже, намека даже такого не делал. В общем, тут какая-то определенная группа людей, получается, Маджлис Шура, будет решать за всех нас. Тут демократией не пахнет. А демократия, а наше чеченское общество и вся наша культура, и все наше существование, все время, все наши обычаи основаны на демократических основах. И наше государство построено на демократическом основании. И мы не Фарам, собираемся отходить от этого. Да. Бехмабилла. А чем пахнет демократия? Что? Вайлер. Чем пахнет демократия? Ты сказал, что демократии даже не пахнет. У меня вопрос такой возник. Да, это было образное выражение. Я тебя не понял, когда ты сказал. Я понимаю, что у тебя чувство юмора там хорошо. А вот насчет это образное такое выражение, что не пахнет, когда говоришь, что удаляется от вопроса, от конкретного кто-то удаляется, якобы касается этого государства, а вообще это все, чтобы это государство не было вот этим вот государством, а превратилось в придаток какого-то, значит, великого исламского мира, а значит, вообще не принадлежало чеченцам ничего там. Вот это имелось в виду. Не то, что там не пахнет Бог, это образное выражение. Это значит удалено. Удалилось. Роман, ты торопись, не надо ему объяснять, он все прекрасно понял. Да, идея, что здесь. Минутку юмора начинал. Это было 5 секунд юмора, даже не минутка. Давай удиви нас минуткой. Скоро будет Слободя. Хорошо, ждем. Янти, вестка мегер маду дуй хан дайо шуматсун. Насаишт хаттер валдаласа васяги в первую очередь Ибриабига, Мурадига, Шельхича, Уэчдат, хаттер мухер Уэчдат, Санхича, Уэдуаси, так Шельхича, Уэчдат, что дикер дакет сумада. Вая до 96-го года это шунна дövüştü hum шун гина ду ашала ол сихсихдат это хадо что вая война правительство пропаганда его вай ночи кенти штатвел беш дат и пропаганда ночи хум дишие ше государство тя чакбоуш полу нах уш дабихи вай
и таган хоки хайян и правительство и قديش تسارع وإنها пропаганда شنوخشي همان تحقق ديليس شن جمجي جين اشتغنا مور جيت هون ولدات رجع ما جيت هون دات يحكم بات وقتها شو يجي شو سن بولشاجي قيشي إال تكتخلي إديس تكتخلي إباخ تكتخلي تغن أشياء مدويتيس وقارة مدويتي تغن ملا همان تحا شق دولة مغات آلا وشتا ديلا إشتا مدر إشتا منستل اتغينا شويجي يسويجي آل تعاوج خيناها سيرونا اتهما تح شق دولة نستليه استغن ويجي ويكيجي تشاجي دمدر ديتسا اتخينا تنستلي وين حيخ مشبه ساعات سخلي هون داشي شابق بوسوب دين يعني سو آرا بولا عيدل وحقوسي شادق وحقوسي والجمكي جن تانوقي حبيك نشي عيدلي نخ وش اتخين عشان عادل شي شادلهم وعاقوسين وي وعاقسين هوقي حابيكنا دات ناخر لا وشبوتا ليرشدات إتاه يوغو أش شين خوش أو إدوش تسخل عدات وين إديس تك تسخلي نو فاك تغنى وين جندل هم إديس ديزي ورديس إديس ديش خلشدات أتكريتا ديزي ديز صنع يدرا ديكور درشون أش ديتا دويت أش آلا أور يوغو أش دويتش خلشدات يحكم خربالي بروباغندا أولسونا قدق أولسونا دات نو فاك تغن شو ديت يشي هم شون ديت تعواتر نو شو يش ما يتغاني ديت يوغو ديتا دويتش وبيرش قبيش تحقويتو الخربوقش شاخيتش أو داتش إيرك دوقش بركلش المسانا حمادات لير دوا غرغو ديتر دقن شابا مدر ديتر دوا تغن لاردين هر انترنت بوغ جيرز دقوي كره وهيق ألص مصو همون مصو قومون مصو أدمون ويلعقيتا العديتا هق انترنت هر ديكنيس دالا وين هر جيرز دقوي كره هق جيرسي هيقل حلدق ديز إدوى ديتر قوي كيجر خوشك ديش بورك هق تليفون شغل خليلر انت كمبيوتر شغل خليلر اشتقاچم دقاچ ب هيقل دقاچ ده هنگا دا اولشتول هم اشتوش قيتا ووش لارم ب اشتر ارتحجرز دقويقا هر تان شرح شين شرح تاسون هرم إيم راح وقشوا ديش تولهم دعدازوش خلج هر دا لدو وردولش تومات دونا هر خارت عارنو ليلين كان يحطو همادو وي وقشوا إباحنا وي نيس وليلو يشو بقلق ديس تيشتو وي غلقه يزدخل ديشتو وي إديخر دقيقة مبيش وقمصو ميت وي هر غير سوي قبوش أنا وي أتستلم يقع يزدش وي عيغا دينا وي هلق دينا يوين تبع بو سنغتم تعنو طان لاردينا اشتي جوات الوش باتشين تاقي ديل وكيجير خوشن تاقينا يجينش بوقت بلش تانا اديت ديلا تان مات خير دات شش يغو يقولش دوي تغاتان إسنغتم شاحون بوغن آلي تبو إمسانات إبوغش بوي يقول چنا بوغش بوي حلقة بوغش إتاقو أتمن إسلات إي بوغ بلر إي أوصل خلر يامر توليلدر إي أتمن جو آل شوي يشير آل شوي يشير يبورغ دوش
يامرت ليلور دوق مستغلدو شين شا لول خوشنا قومنا شا ليلوش دولون تبق دول ميتش ليلوش voltago oyleyiz شا ليلوش دولهمن شي ات شي كرت ديك دوحش دلا تبايد تبوحش بلا تو ناغن تزيدي دويتي ناغ ليز غير بويتي هوك صباحم حلبالر سلولا وولچن دوغ موخر دوتي تون اويل موخر يوتي اويليز يتسايو تان دوقبو خوش يامرت ليلورش بودوق سخوش ليلورش محلا وهابر وتانت اعايتن ايها بيل دوق ديغر در مساقا شي چور دين لعبول بول شي چور دين هور شي دويزل دير لعبول بول دير دو ويكرا هرت حجيرز دوق واخر هو يلا قدر صنخ مو صوت دخان удачно что пример инфлуенса вирусет незаконно там удаван хэт штрассел да юқи қисин яжа ин юла хитин со вирусе гишт гоем по закону шт абаку яцон шне наятел цаштум дүйч мухро тоцкепер дотавнлер халвет я хан и подлогин Конституции. Тут я ще доволен. Государственный строй ще должен удержан. И потом лил гнаден по закону. По закону. Считается бож. Что ще шулил до цеху запутаться ден. Ситуация у тебя. Но кажется, там дела ще дина алгаться бож. Юга цутя леч икие гушишт. هذا يلا شلوقس